Надеюсь, меня слышно хорошо. Слышно хорошо, видно хорошо. Дайте знать, если это так. Так, Масера Бюстикё. Дайте знать мне, если у нас все нормально, слышно, видно. Напишите, дайте знать об этом. Так. Дала ЖЖ, дака, ЖЖ. Ничего не понял. Ну, сделаем вид, что мы поняли все, да? Отключить. Так. Сейчас у нас Ибраим подключится. Надеюсь. Надеюсь. Агишты рулят пошла. Долждакирч. Все. Это. Сохеш, Мауи? Видно, слышно меня нормально или как? Дайте знать. Ибраим, ачували? Так, Ибраим, салам алейкум, ва алейкум ассалам. Ибраим, подключи YouTube пока. Так, уважаемые друзья, как я и обещал, Ибраим, Telegram, что я сделал, эфирю але. Так. Как я и обещал, мы, правда, сегодня частично попытаемся ответить. Та самая, так называемая симпозиум, конференция, которая прошла в Тбилисском университете. Я, честно сказать, изначально, когда все это только начиналось, или когда мы начинали говорить об этом, вы знаете, что мы зачитали, и изначальное, так сказать, оскорбление, да, в виде якобы происхождения нас от инородного чрева и так далее и тому подобное. Я надеялся, что только так можно будет, то есть это будет как бы последний вариант, с учетом того, что мы должны были, была надежда на то, что данная конференция будет затрагивать только непосредственно взаимоотношения наших соседей, так называемых некоторых соседей с Востока или же соседей с Запада. Почему так называемых? Потому что, из всего доклада я
вычерпал небольшой кусочек, вот он, чтобы было видно. Это докладчики, то есть это версия, только версия непосредственно русскоязычная версия. А грузинский и английскую версию мы не взяли. Как бы мне не хотелось бы не затрагивать данную тематику, я надеялся, что многие, как говорится, люди по этому вопросу, по этому докладу или симпозиуму, сделают хоть какой-нибудь расклад, кто-нибудь, по крайней мере, кроме нарнийцев, которые поспешили якобы опровергнуть меня тем, что я не знаю или я не читал легенды и фольклор, но по этому вопросу я ответил вам. Легенда легендой, история историей. Конечно же, для настраивания взаимоотношений непосредственно с соседним регионом, с Грузией, опять же, нам нету никакого дела, какие взаимоотношения они друг с другом налаживают. С любым регионом, включая там и остальные там, ближние зарубежья и так далее, или бывшими республиками СССР. Это нас не касается, если только не затрагивается непосредственно честь и достоинство чеченского народа и чеченской истории. Вот. Что самое главное и самое важное в данном докладе, симпозиуме, или как он называется, студенческий симпозиум он называется, International English Students Symposium. Так написано на нем. А я выбрал из них части, которые, конечно же, затрагивают непосредственно только нашу историю, задевают так или иначе наш и эти мифы. Конечно же, точнее, в моем лице, я постараюсь вам зачитать, чтобы вы ознакомились, что это не голословные оскорбления, не голословные выклики в наш адрес. Опять же, была надежда на то, что эти люди, поскольку это научный симпозиум для студентов Тбилисского государственного университета Республики Грузия, надежда была на то, что, в принципе, они будут настраивать какие-то свои взаимоотношения. Из этого доклада узнал я очень много, но я хочу ознакомить вас с героями, которые в той или иной мере зачитывали, интерпретировали некоторые вопросы касаемо чеченского народа, чеченской истории, чеченской территории и всего остального. Конечно же, весь этот доклад сегодня, даже несмотря на то, что у меня стрим, все я зачитывать не буду. Мы будем дозированно и понемножку. Кто же выступал на этом симпозиуме в поддержку дружественных отношений между Грузией и Ингушетией? Опять же, повторюсь, непосредственно задевая или же затрагивая непосредственно Чеченскую республику. Если бы, еще раз повторюсь, если бы это не касалось моей родины, моего региона, нашей истории, нашей территории, мне было бы глубоко наплевать, что они там говорили и что они там рассказывали, как они там лобзались или нет, или вели какие взаимоотношения, меня это не волнует, это не касается, поскольку это два разных субъекта, хоть и одного государства. Странно, конечно, некоторые моменты, что это было озвучено непосредственно в Грузии. Опять же, без предвзятого отношения скажу, что некоторые даже осмелились в Тбилисском университете оскорбить грузинских ученых, профессора, доктора филологических наук. Вы узнаете, о ком я говорю. Смотрим, кто же это. Я сейчас вам зачитаю, кто выступал на этом симпозиуме. Ярослав
Полипчук, доктор исторических наук, старший преподаватель кафедры всемирной истории и археологии, истории философского факультета Национального педагогического университета имени Драгоманова. Один доклад. Ну, так скажем, коротко. Евгений Романовский, Венский государственный университет, Австрия, университет Карлова, Чехия. Второй докладчик. Чеченофоб и чеченоненавистник Хамарс Костой, историк, политолог, независимый исследователь, Финляндия. Марьям Яндиева, кандидат филологических наук. Марьям Бежиташвили, докторант программы истории Кавказа Тбилисского государственного университета имени Ивана Джавахишвили. Основатель Ингушского национального театра, первый профессиональный театральный режиссер, Гамбург, Германия, Мустафа Беков. Абубакар Баркинхоев, исследователь ингушского языка, краевед, Москва. И наш любимый и незабываемый красный горшок Гаджиев Зураб Тамерланович, доктор исторических наук Дагестанского историко-географического общества. Зачитываем непосредственно их тематику на данном симпозиуме. Послушайте внимательно. Какое отношение имеет наш красный незабываемый горшочек с 2018 года, который подливает в огонь, подбрасывает полено и занимается подстрекательством. Арште Карабулаки как субэтнос, слушайте внимательно, как субэтнос ингушей, традиционных представленных горцев Дагестана и Чечни, по материалу образцов картографии имамата Шамиля из Национального исторического архива Грузии. Его я обязательно сегодня зачитаю, и мы с ним ознакомимся. Да, изначально скажу так. Гаджиев Зураб, наш, ладно, не будем называть, да, уже вот назвали, наш красный горшочек, к сожалению, забыл упомянуть, сделать доклад в городе Тбилиси, Тбилисском государственном университете, поскольку он является доктором исторических наук, хороший племянник, друг, соратник Нарнийцев. Он забыл упомянуть в докладе, что они до сих пор тем же самым Арштхой, тем же самым Лам-Эккой и остальным 47 тейпов, которые проживают в Аухе и в Ауховском районе, вернуть земельные наделы, вернуть их дома, восстановить Ауховский район. Об этом он нисколько не упомянул. Конечно же, это не относится в данном контексте, но было бы все-таки, наверное, правильно заниматься тем, что тебя непосредственно касается. Но это так, чтобы вы понимали. Я его, конечно, зачитаю. Это будет особо интересно Уарстхой для этих людей, которые, каким образом он затрагивает, как он будет это все затрагивать и как зачитывать. Что же Абубакар Баркинхоев, его тематика о месте ингушского языка в современной генетической классификации. Я тему сейчас называю вам. Мустафа Беков, тот самый, который готов был бы и быть происхождением и чеченцев, ему без разницы, и ингушей, и даже картвелов, как он указывает в своем докладе. Ну, после того, как сказал, что происходит наш народ из чужих чрев, животов, нехче и так далее. Этот доклад как раз таки сделал Мустафа Беков. У него, послушайте только внимательно, у него называется доклад о становлении театра и его значении в жизни ингушского народа. Вроде бы, казалось бы, все бы хорошо,
Если бы речь шла только об ингушском театре или об ингушской культуре, маша Аллах, мы только бы радовались. Альхамдулилlah, занимается своей культурой, театром, все хорошо. Этот же Беков начинает заходить с того момента, что после депортации он проживал в Грозном. Он работал научным там руководителем и всего остального в театре имени Хампаша Нурадилова. Там есть очень интересные моменты, кроме того, что мы появились из чужих животов и все остальное. Я это обязательно зачитаю. Оказывается, этому же Бекову во времена ЧССР запрещали говорить в театре на ингушском языке, и он ни одного слова не произносил в этом театре, потому что было запрещено произносить ингушские слова, по его словам, по его докладу. Мне очень странно, хотелось бы сказать Бекову, конечно же, я понимаю, с учетом того, что в процентном соотношении, ладно, пускай даже 90% полностью совпадает чеченский и ингушский язык, а он совпадает, поскольку является единым, по идее. Скажи мне, Мустафа, каким это образом, если вы проводили спектакли на чеченском языке, ты не произносил ни одного ингушского слова? С каких пор чеченский язык настолько отличается от ингушского, что ты в своем докладе в Грузии перед грузинскими студентами утверждаешь, что вас ущемляли и не давали, пускай даже власти, ЧССР или спецслужбы и так далее, не разрешали говорить на ингушском языке, но вы проводили юмористические или без разницы какие-то театральные выступления на чеченском языке. А разве чеченский и ингушский это фактически не один язык? Разве там слова, которые обозначают на чеченском, они принадлежат только чеченцам, а ингушский язык вообще отдельно? Как-то так, что ли, получается? Но я человек не театральный, я не творческий человек. Серьезно, вот я не занимаюсь. Да, в театре ходил, да. По мне и чеченский, и ингушский язык я прекрасно понимаю его. Потому что там одни и те же слова фактически. Это наш галанчожский диалект один в один. 99,9% это ингушский. Галанчожский диалект. Один из 7 диалектов чеченского языка. Вот мне интересно, когда ты, взрослый человек, приехал выступать перед грузинскими студентами, учеными на этом симпозиуме, каким это образом ты проводил или ставил спектакли на чеченском языке и указываешь потом там же, в этом же докладе, говоришь, что оказывается было запрещено, и ты ни одно слово не говорил на ингушском. Или там запрещено было говорить на ингушском. По мне это, конечно же, настолько ерунда. Ты пытаешься выпячивать и сказать, что чеченский язык отдельно, ингушский язык отдельно, там это фактически один и тот же язык. Понимаете? Как ты? Об остальном, что мы из чужих животов и все остальное, эти легенды, тебе бы надо было начать со своих легенд. Про Сиким, Баркинхой и там остальные там Эги и так далее и тому подобное. Это тоже легенды. В отличие от тебя, мы на серьезном уровне, поезжая в Грузию или в Армению, не говорим, что эта легенда гласит о том, что они оттуда произошли. А потом, после того, как ты высказал, после того, как ты оскорбил, после того, все, что ты мог сказать, сказал и говоришь, мне это без разницы, происхожу я от чеченцев, или же я происхожу от ингушей, или же даже если мое происхождение от картвелов. Взрослый человек с такими усищами уехал, проживающий в Европе, проживший огромное количество времени, проживший в Грозном, в ЧССР, ты уехал в Германию. Я почему-то не удивлен, даже когда ты, вполне возможно, когда ты сдался как чеченец, поехал в Тбилиси из Гамбурга выступить, чтобы оскорбить, даже если это чеченская легенда, и даже если, я тебе говорю, даже если это так,
поднимая себя, как ты говоришь, два абсолютно разных народа. Мы не считаем два разных народа, мы считаем, что мы один народ. Мы братский народ, мы один народ. Но сегодня живем в двух субъектах. Поехал, прожил здесь, среди нас, как единая семья. Уехал в Германию, опять же, как чеченец. Поехал в Грузию и начал нести балалайку. У тебя, кстати, доклад самый такой жирненький, пухленький. Моменты я тоже обязательно зачитаю. Я выделю определенно то, что касается непосредственно чеченцев. То, что касается мой народ, моей истории, моей республики. И ситуации во всех докладах, которые вы описываете по 2018 года по границам. Вы лживые, гнусные нарнийцы, не имеющие ни чести, ни совести. Вы прекрасно знаете все это. Вы ни один из вас не сказал, что да, в 2009 году, когда эти земли стихаря, а экс-глава Республики Ингушетия сказал, да, мы эти земли взяли. Да, это было нечестно. Он показал, он сделал видео, он выступил на российском телевидении. Эти видео есть. Он признал, альхамдулилля, баркаллах ему за это. Вы ни один из вас не сказал, что стихаря вы эти земли в 2009 году, пока было КТО, вы присвоили. Ни один человек не вышел, вы не сказали. Вы не сказали, это наши братья-чеченцы, это нохчи. Нам чужого не надо. У нас есть, да, должна быть демаркация по границе Аушева и Дудаева. Ни один в этом докладе этого не сказал. Однако, да, есть некоторые, я это обязательно зачитаю, где вы сказали, что Руслан Аушев полностью поддержал митинг 2018 года, что он приехал и поддержал митинг, сказал, что это неправильно сделано, что отдают земли чеченцам. Это тоже есть в докладе, я зачитаю, скажу вам, кто это сказал. Со всем уважением ко всем вам. Вот документы. Это ваши писульки, кляузы, которые вы поехали и зачитали в Тбилисском государственном университете. Да, конечно, здесь есть некоторые моменты, которые просто-напросто вырвали из интернета. Вы взяли из интернета какие-то писульки и говорите, вот это, здесь употребляются иноагенты, Кавказский узел и остальные, даже в принципе не вызывающие доверия информационные агентства, которые в данной ситуации по границе поддерживали вас. Это здесь есть тоже, что тоже очень интересно. О становлении театра. Там очень много. В надежде не затронет чеченцев, что это будет касаться взаимоотношений между все-таки культурный центр, Ингушский дом в Тбилиси, не будет касаться, по крайней мере, где Марьям, где Грузия и где Чечня. С первой же страницы не скажу, на второй странице, начиная с первой страницы, и у нас начинается ложь, она начинает рассказывать, это я обязательно зачитаю, вот одно предложение. События 2018-2019 года вызвали широкий международный резонанс, ключевые мировые СМИ. Она перечисляет. Цитирую. The New York Times, BBC News, Human Rights Watch, Reuters, Al Jazeera, The Guardian освещали масштабность ингушских протестов. Начинается все это. То есть, насколько нужно ввести ажиотаж для того, чтобы, конечно же, можно было рассказать. Дальше про ее доклад я отмечу касаемо непосредственно чеченского народа. Все доклады я зачитать, к сожалению, я-то могу успеть, я боюсь, что у вас нервов не хватит. Мы это тоже зачитаем. И как Марьям Бежиташвили, докторант программы «История Кавказа», подбрасывает полено и зачитывает некоторые материалы касаемо
чеченцев и ингушей. Марьям Яндиева, ее тема называется «Ингушский ресентимент. Историко-социальные причины социально-политического и психологического последствия выхода из тупика». Вроде бы ингушский ресентимент, да? Ингушский ресентимент. Ну, в принципе, можно было бы понять, что можно только про ингушей закинуть, не касаясь чеченского народа, не касаясь нас. Но, как вы знаете, здесь тоже я обязательно вам покажу интересные моменты, что же Марьям Яндиева написала и каким образом задела или задевала, или подбрасывала полено взаимоотношений между чеченцами и ингушами. Как это было позволительно с точки зрения государства Грузии, в государственном университете, это не факт. И, наконец-то, одни из самых сильных, сейчас, подождите, оставим напоследок их. Ярослав Пилипчук, пороховой погреб Северного Кавказа, территориальные конфликты ингушей с осетинами и чеченцами. Великолепный доклад. Уже одно название о чем говорит. Конечно же, это одно начало. Северный Кавказ является регионом со сложной историей. Депортации в 1943-1944 годах карачаевцев, балкарцев, ингушей и чеченцев, само собой, надо в последнюю очередь закинуть, один из самых больших народов, но и все, обострили и без того сложные межэтнические отношения в регионе. То есть взаимоотношения после депортации между собой. Интересный момент, конечно, в каком формате. Ну, в данном докладе, опять же, не без нас, уже по названию вы знаете, да, вы должны понимать. И здесь очень интересные моменты. Я это вам обязательно зачитаю. Некого Ярослава Пилипчука, который выступал на грузинском симпозиуме 10 октября 2024 года. И, наконец-то, напоследок я оставил самых больших, ярых чеченофобов. Из этих там, грубо говоря, 3, 4, 5, 6, 7, 8, из 8-9 докладов, это те, которые я только взял, распечатал, одними из самых ярых из всех этих докладов 4 человека. Это Беков, это Хамарс Кустой, или не Кустой, Куастой, Хамарс Куастой, Гаджиев Зураб и Евгений Романовский. Вот эти 4 человека особо постарались максимально оскорбить, задеть и чеченцев, и историю, и территорию, конечно же, все вместе взятое. Свои вопросы вы можете, конечно же, задать, только если кто-то захочет поговорить, задать вопросы, прийти в эфир, вы нажимаете камеру с плюсиком, я вам отвечу на ваши вопросы или по истории, или да, по данному докладу. Что же написал Хамарс Куастой? Его тема: к вопросу об искусственном этногенезе в рамках внутренней политики России. Вроде бы не касается, в названии тоже, да, чеченцы не затрагиваются. Но этот человек в рамках своего доклада прямым текстом ставит работы грузинского профессора, ученого, очень уважаемого человека в Грузии, то
тут два человека даже. Г.З. Анчибадзе, которого они почему-то очень сильно ненавидят. И профессор Мераб Чихуа, который стал настолько ненавистен. Еще раз повторюсь. Главный университет Грузии. Приезжает некий Чикиндез из Финляндии и указывает, что Анчибадзе и Мераб Чихуа, в принципе, что он говорит о них, я вам обязательно зачитаю. Вы поймете, о чем речь. Конечно же, это касается в первую очередь, само собой, чеченцев. Ну, и последний, Романовский некий, некогда, который был хорошим другом чеченского народа, его, походу, немножко обидели, и он стал вдруг огорченным катить бочку на всех чеченцев. И он выступает с докладом. Попытки, послушайте, тема какая, попытки стереть ингушей как этническую группу их чеченскими соседями. Анализ нарративов и рефлексия на фоне этнической и культурной уникальности ингушей. Как вам такое? Башлам, вам не кажется, что вы подбрасываете полено в отношении между нашими отношениями уже на протяжении многих лет, от которых уже давно разгорелся большой костер? Таргамос. Ну, для начала, можешь зайти в Инстаграм, показывая свое лицо, задать этот вопрос мне. Я тебе отвечу. Я не подбрасываю, я отвечаю. Вот этот доклад, ты скольких людей видел из блогеров, историков, кого-либо, кто бы сидел и рассказывал, что это ложь, что это оскорбление для нашего народа. Не присутствовали на этой конференции представители моего народа, которые могли бы апеллировать или оппонировать данным лжецам. Тебе почему не кажется, что они или те люди, которые с 2018 года ведут паблики, оскорбляют народ, закидывают картинки, то есть являются инициаторами этого костра, ты их не останавливаешь? Ты заходишь ко мне в эфир и говоришь, что я на протяжении долгого времени подбрасываю дрова. Я не подбрасываю дрова. Я довожу до людей, что есть вот такие люди, которые занимаются провокациями, занимаются ложью, печатают доклады, печатают книги, делают картинки, делают видеоролики. Я должен молчать за свой народ. То есть мы должны молчать, вы нас должны обливать дерьмом, как вы делали это на протяжении 30-40 лет. И вы, и соседи с запада, с востока. Вам все можно, а нам отвечать нельзя. Вы действуете, а противодействия не должно быть. Ты мне об этом просишь, Таргамас? Ты вообще сам-то хоть понимаешь, что ты говоришь? То есть тебе подходит человек, плюет в лицо, ты вытираешь, говоришь спасибо, еще разочек, еще разочек, еще разочек. И ты на протяжении 30 лет стоишь и вытираешь свое лицо. Ты бы потерпел это? Ты бы потерпел, если бы все время лилась грязь на твой народ, тейп, субэтнос, этнос, без разницы. Ты бы потерпел это? Скажи мне, как мужчина мужчине, скажи, ты готов это терпеть? Или ты такой терпила, что тебе можно сказать все, что угодно, тебя можно оскорбить, тебе можно все, что угодно наговорить, а ты будешь молчать? Почему противодействие у вас вызывает такой негатив? Ты подбрасываешь полено. Хорошо, если я буду молчать, ты думаешь, этот костер ненависти погаснет? То есть весь мир, соседи наши должны слушать вашу ложь, где вы обливаете дерьмом мой народ, который и без этого столько воевал, столько погибал. Вам все можно, а мы должны молчать, как терпилы, как страусы, да? Голову в песок и молчать. Перья вверх. Вот так ты видишь
нормальные соседские, братские, дружеские отношения. Я не пойму вашей логики. Вылез какой-то чекиндез, закидывает мою страницу или вырезку с моей страницы. Ой, соуцу без яринахби, ой, истории лять яшьи, хари, валлахи, биллахи, таллахи, яц. Осляч вашем лично. Осам яц. Но так получилось, что на протяжении 70 лет мы жили в одном регионе. И если где-то там записана наша общая история, это не моя вина. Ты понимаешь это? 3000 я собрал людей. Надо этих людей в WhatsApp собрать 3000 человек. Все мы будем бросать жалобы, вой истории, лария маизива. Валлахи, лармаия. Ну занимайся своей историей. Не залазь к нам. Я закидываю Акинские башни. Вы говорите, у чеченцев башни нету, акинцы это ингуши. Как могут быть акинцы ингушами, когда акинцы по сути своей намного старше? Намного старше. Когда и в проекте не было такой территории даже. Ламахки больше был. С каких пор? Я приводил в прямой эфир людей. Я показывал, брал интервью у всех. Они говорят, хонох чидут абита. Мабита. Вы не трогаете, мы вас не трогаем. Вот так мы договорились. Когда вы ходили, бежали и стучали на нас. Нашему руководству, нашим сотрудникам. Вы же занимаетесь подстрекательством. Вы же оскорбляете. Неужели я хоть копейки положил, хоть что-либо сделал, чтобы поехать туда и сделать такой доклад? Я участвовал в этом? Нет. Этот доклад против меня? Нет. Против моего народа? Да. Именно так. Именно так. Скажи мне, Таргамас, великий ученый, назвавшийся праотцом всех и Нохчи, и Галга, ты, конечно, великий гений, вы умеете названия брать, Кавкасиан, Джурджуки и так далее. Мол, это только наши и так далее. Но не суть. У грузинов спроси, они тебе хорошо расскажут, кто такой Таргамас. Кавказас, Таргамас, Джурджукас и кисты тоже. Я, в отличие от вас, когда вы ничего не закидываете, закидываю только историю своего народа. Я поехал в Аргунское ущелье заснять чеченские башни. Вы проклинали и говорили, что Путин скоро уйдет, Рамзан тоже уйдет, и вы заберете эти башни. Аргунское ущелье никогда не было вашим. Да, есть одна история, один момент, когда говорится, что ингуши переселились. Асиновское ущелье с Аргунского ущелья. Да, этот материал исторически есть, но больше он не принадлежал никогда. Это Итум-Калинский район, он никогда не был ингушским. Никогда. Да, у вас есть там эти басни, сказки, что якобы Итон являлся, вы говорите, основателем, Итон являлся ингушом. Но прямой потомок Итона пришел в прямой эфир, они из тейпа Чанти, и они исконно Нохчи тейп. Все. Опять же, я снимаю свои башни. Я снимаю башню в Шаройском районе, которые вообще даже не граничат. Вообще с вами не граничат, и их нету вообще. Петроглифы показываю, и начинаете клясться, божиться, что это принадлежит вам. Хотя даже и понятия не имеете, что Шаройский район даже с вами не граничит. И у кого бы я ни спрашивал, ни одного из мастеров, там вообще ингушских не было. И не строили башенный комплекс. И так получается, Таргама, что мы занимаемся своей историей, когда вы не трогаете нас. Но когда заскакивают, вот как сейчас здесь заходит нординец один, да, заберем мы и так далее и тому подобное, да, он пишет, ехало там... А я против разве?
да, дукях вел галгайчи, да, деши детих из, чтобы у вас всех налаживаете отношения с грузинами, с армянами, да хоть со всем миром. Но нас-то оставьте. Понимаете? Ну, у тебя умственная деградация, я понял. У нас все хорошо будет, хочешь ты этого или нет. Но ты тупой. Ты реально тупой. Есть такой определенный комплекс малого народа. Ты тупишь реально. Что я говорю, что ты говоришь. Дебилизм не лечится, к сожалению. А иначе я назвать никак не могу. Поэтому, Таргамас, вам нужно бы заниматься в первую очередь, заниматься тем, чтобы предотвращать вот эти сказки, небылицы со своей стороны. А мы будем заниматься своей историей. Вы своей, мы своей. И никаких проблем не будет. Ты подкидываешь, прежде чем говорить, что я подкидываю, ты займись тем, кто зажег этот костер и до сих пор его разжигает. Не я карты рисую, не я делаю посты, и не я ездил в Грузию проводить симпозиум и говорить, опять же, оскорблять. Ну, я отвлекся на твой вопрос. Я понимаю, что ты, может быть, не хочешь, чтобы я зачитал его, но извини. У меня, как говорится, работа. Да, кстати, еще раз повторюсь. Мне ничего оплачивать никто это, как вы там начали там нести ерунду, что якобы кто-то спонсирует и так далее и тому подобное. Понимаете? Вот в чем проблема. Поясню тебе еще раз. Несколько дней назад грузинский профессор Гивий Гамбашвили сказал на канале Джейрахский Асиновский заповедник, что ингуши грузины называют зурзуками. И первая царица Грузии была из Гала. Большой салам этому ученому. Заодно прошу тебе из ингушского ДНК проекта исследование отправь, когда появился первый, как ты говоришь, ингуш. И салам ему передай от зурзуков. Ну да ладно. Так вот, я зачитаю сегодня одну часть, один доклад Красного Горшка, поскольку он, не решая проблемы ауховцев, именно начнем с него. Его великий доклад, который он сделал. Почему, поясню. Дело в том, что вот эта байда, она идет не в первый раз. Вот эти куски были закинуты якобы еще в 2018 году. Он особенно акцентировал, его спонсоры, его братва, говорила им: странник души, может, ты для начала наберешься мужества, зайдешь в эфир и обоснуешь свои слова. Но из того, что ты сказал, к остальным людям я не имею отношения. Ну, наберись мужества. Зайди и покажи свое личико, поговори как настоящий мужчина. Ну, скажи, вот ты говоришь, что является, кем является, где я оскорбил. Хоть один пост покажи. Вот и все. А почему именно этот вопрос? Да, дело в том, что да, и с 2018 года он занимается этим. Мы зачитаем этот доклад. Я постараюсь это сделать быстро. Вы поймете почему. Потому что половина представителей этого части нашего народа проживает на территории Чечни. Процентов, может, 10-15 проживает в Аухе. И я думаю, что это будет интересно. Возможно, будет интересно даже самим некоторым Уарстхой. Кто поймет, тот поймет. Кто не поймет, до того донесем. Так,
Арште, да, вопросы свои. Подождите немножко. Я зачитаю, закончу, и можете задать вопросы. Вы можете, как говорится, отправить запрос, камера с плюсиком, заходите и разговариваете, общаетесь. Только культурно. Без мата, без оскорбления. Любой человек может зайти и пообщаться, задать вопросы. Если будет материться или что-либо некультурно вести, не показывая свой фейс, этих людей мы отправляем домой. Нам из не SD тейпа лей не нужны. Только лей и не SD тейп будет материться, оскорблять и вести пустой диалог ни о чем, кроме как мата. Так вот, начинается все карабулакская проблема. За последние полвека проблема идентификации небольшой нахоязычной, небольшой нахоязычной, уже само собой ложь, это не небольшая, она это очень, даже вполне себе большая, особенно для республики Ингушетия она не маленькая. Ну, красный горшок не в теме, походу. Небольшой нахоязычной субэтнической группы, то есть преуменьшают. Уарство преуменьшает специально для шнуризма, 100%. Субэтнической группы в прошлом известной как карабулаки, то есть, во-первых, в прошлом известны не как карабулаки, до карабулаков у них было свое название, и есть, и остается. Уарстхуай, Эрстхуай, без разницы. А карабулаками их потом назвали татары. Ты же доктор исторических наук, ты, Горшок, должен был знать об этом. Известный как Карабулак обросла солидной историографией. Как отмечал, слушайте, В.А. Шнинер, это самый главный у него докладчик, В.А. Шнирельман, посвятивший этому вопросу специальную главу в своем своем обзорном труде «Быть аланами», в начале 90-х годов движение за национальное возрождение охватило арстхоевцев, карабулаков, активно ассимилировавшихся чеченцами и ингушами в течение последнего столетия. Зачем нужно чеченцам и ингушам ассимилировать свой же народ? Тупой ты красный горшок. Мы всегда были одним народом, и уарство это часть нашего народа. Ассимиляция, это получается, что этот народ не является нашим компонентом. Ты понимаешь, тупорылый ты горшок? Ты оскорбляешь, я имею право тебя оскорблять и вести себя так, поскольку моя мать является уарстхо, как ты говоришь. А ты, красная, не хочу выражаться здесь, поехала в Грузию и говоришь, что на протяжении 100 лет карабулаков пытаются ассимилировать ингуши и чеченцы. Зачем ассимилировать свой собственный народ? Я надеюсь, это нормальные люди понимают, о чем я говорю. Активно ассимилировавшихся с чеченцами, ингушами в течение последнего столетия. Большинство их жили в Назрановском, послушайте только. Большинство из них жили в Назрановском, Малгобекских районах Ингушетии. Сразу начинается. Ачхой-Мартановском районе Чечни. То есть Уарстхой только называет 2 ингушских непосредственно района и называет 1. Само собой, для чего это делается, мы знаем. А Уарстхой проживает, я Грозненский. Был раньше Грозненский район, сейчас это Аргунский округ. В моем селении проживает огромное количество Уарстхой. И мы не относимся к Даутмартану или Урусмартану, но они проживают и у нас. И вот так они проживают вплоть до Наурского района, Шилковского района. Ты, Горшок, видать, не знаешь это. Брат 5565. Если ты не перестанешь свою ерунду писать, я тебя отправлю в Нарнию. Чуть-чуть потерпи, я отвечу на твои вопросы. Понятно? Итак, зачитываю дальше.
само собой буду акцентировать внимание. Кроме того, они населяли Сунжинский район, ставший камнем преткновения между Чечней и Ингушетией в наши дни. Ну, для того, чтобы ты знал, Красный Горшок, Орсхой как раз-таки из Нохчи, которые проживают в Псидахском районе, он был раньше Псидахский район, селение Псидах-Дюэлкюрт, заселяли эти земли, когда там не было еще вообще никого. Понимаешь, когда это было еще малой Кабардой и так далее и тому подобное. Ну да ладно, боюсь, что для твоего скудоумия это непонятно, видать. Но Уарстхуай там не пришли, как ты пытаешься указать. Они все время жили. Как с гор спустились, они заселяли эти земли. И Уарстхуай не пришли и не ассимилирующиеся, как ты пытаешься указать. Ладно, кроме того, населяли Сунжи и один из орстхоевцев говорит... Слушайте. Одни из орстхоевцев говорили по-чеченски и называли себя чеченцами. Другие говорили по-ингушски и связывали себя с ингушами. Шнирельман. Неважно, поскольку Горшок цитирует его, это и то же самое, он поддерживает, значит. Поэтому что Шнирельманные, Нирманные и что Красный Горшок, я думаю, это, в принципе, одного поля ягодки. При этом он отмечает, что орстхойцев, фигурировавших в исторических документах как карабулаки, в советское время официально включили в состав ингушей. Мне очень интересно, в советское время как могли их включить в ингушей? Может, я что-то не понимаю. А разве в советское время это не была Чечено-Ингушская автономная АССР? С чего вдруг их включать к ингушам? Или к чеченцам. Так мы и являемся одним народом. Вот я не могу, конечно же, понять. Ладно, дальше. Я вам показываю абсурдность этих сроков. При этом он отвечает, что свои официально включили в ингушей. Но это для чего написано? Да? Фиксируя это в их паспортах Шнинерман. То есть... Он указывает и говорит, что орстхоевцев во время Советского Союза записали в ингушей, и на паспортах они числились как ингуши. Саламся. Однако, дальше интересно, именно в начале 90-х годов орстхойцы резко повысили свой социальный статус среди чеченцев, ибо именно к ним, по слухам, то есть он даже не знает, ибо именно к ним, по слухам, доктор исторических наук, по слухам пишет научный доклад для Берлинского университета, принадлежала семья Джохара Дудаева. А я тебе скажу так, Красный Горшок, без слуха и без всего остального. Да, Джохар Дудаев был из Тайпацечуа, и он относился к Орстхуай. И это без слухов, а реальная картина. К сожалению, что ты, что Шнирельман, вы, ознакомьтесь реально, кто есть кто. Ну да, и дальше ссылается он на кого? Тернистый путь, 1992 год, страница 83. То есть он даже не уверен, не знает точно. В то же время, тогда они опасались, что установление административной границы между Чечней и Ингушетией разрежет их на две части. Тем более, что с конца 90-х годов между чеченцами и ингушами назревал конфликт из-за земель Сунжинского района. Чтобы ты знал, Красный Горшок и Шнирельман, кого ты цитируешь, не назревал конфликт в 90-х годах, по сути своей, как таковой. Еще с 89-х годов, когда проводились съезды в Грозном, ДК Кирова, и в Грозном, и в Назрани, речь шла по границе 1934 года. 1934 года. А по 1934 году эти территории не относились к Ингушетии. То есть, когда соединялись. Поэтому ты, горшочек наш, немножко лукавишь. Понимаешь? Поэтому дальше. Так, дальше. Так, я смотрю, здесь кого-то уже пытаются оскорблять. Кто, назовите мне, кто здесь не дает нормально работать?
Так, дайте мне этого. Домой. Этого нарнийца больше нет. Продолжим дальше. Хоть это и некрасиво звучало, ну да ладно. Дальше читаем. Между чеченцами и ингушами назревал конфликт из-за земель Сунжинского района. Вначале не назревал. Но потом, когда уже начали расходиться, там уже... Тебе какое дело земли, которые за Тереком, которые были даны Чечне? Тебе какое до этого дело? Вы взяли их? Нет, кажется. Вы отказались. Вы туда не заселились. Вам дали зеленый свет. Селитесь туда, куда хотите. Вы заселились туда? Хоть в одном месте укажи, что эти земли даны именно вам. Но я тебе укажу 5 районов, в которых было запрещено селиться чеченцам, возвращаться в горы. Из-за малоземелья, из-за бунта в городе Грозном, куда не позволяли селиться многим чеченцам, по решению уже того периода властей был выделен Сунжинский, Наурский, Шилковской, ну там частично там небольшая часть, ну Наурский, Шилковской, правильно. Опоздал ты, боже, странник. Ну, наберись мужества, ладно, потом поговорим с тобой. Дальше. В то же время чеченцы, дальше читаем. Назревал конфликт из-за земель Сунжинского района. Это пишет Шнирельман. Блин, фамилия, конечно, ужас. В то же время чеченцы эти претензии не признают и представляют орстхоевцев. Чеченцы не признают, еще в 90-х годах, и представляют орстхоевцев одним из тукумов. Эль-Мурзаев, 1964 год, страница 130. Или одним из горных тейпов, из которых сформировался чеченский народ. Ахмадов, 1992 год, 2001 год, страница 315. Такой размах небольшой. С 1964 года чеченцы не признают, а не из 90-х. Книга-то написана в 1964 год, ты говоришь. Валейкум ассалам. Продолжаем дальше. Некоторые чеченские авторы пишут о чеченцах-орстхойцах. Хамидова, 1999 год, страница 132. На этом основании они считают орстхойские земли неотъемлемой частью Чеченской республики. Шнирельман, 2006 год. Все это вызывает у ингушских интеллектуалов возмущение и побуждает некоторые из них протестовать против присвоения их наследия соседями. Интересно, их наследие, с чего вдруг это их наследие? Ты буквально в начале текста говорил, что их 100 лет пытаются каким-то образом ассимилировать чеченцы и ингуши. С чего вдруг ассимилирующие чеченцами и ингушами орстхойцы стали сразу вашими, и вы выявляете какие-то претензии? Но я по докладу говорю. Если я не прав, welcome, можете отправить запрос в прямой эфир и опровергните меня, если я лгу или что-либо говорю неверно. Так, все это вызывает ингушские интеллектуалы возмущение и так далее. Их наследие с соседями. Они отмечают, что еще объездивший весь Кавказ в 1770 году И.А. Гюльденштейн описывал Карабулака следующим образом. Гюльденштейн описывал. Округ Карабулак, по-татарски черный источник, опять же, по-татарски, расположен у притоков Сунжи. И самое интересное, слушайте, я надеюсь, что интеллектуалы, которые обижаются, выслушают, как же называлась эта река. Но поскольку в документах она так записана, Красный Горшок не может изменить. И он пишет, цитирую, по-татарски черный источник расположен у притоков Сунжи, Мартана. Сунжи, Мартана. Марта называется река. Но дальше, чтобы не получить по шее, чтобы не сказали никто из его спонсоров, сразу же пишет или, запятая,
На местном языке фартана. Фартана. Скобки открываются, буква Ф есть в ингушском, но ее нет в чеченском языке. ЗГ. Скобки закрываются. Буква Ф у части чеченского народа, у одного из диалектов, которые имеют чеченцы, она есть, чтобы ты понимал. Ну, ты тупорылый немножко, поэтому не знаешь. А вообще в современном буква Ф есть, ее используют. И очень уже, в принципе, давно. Но ты современный человек, ты должен был хотя бы сказать, что раньше не использовала часть из чеченских диалектов букву Ф. Но поскольку ты доктор исторических наук, и Шнинерлман, твой научный руководитель, я не знаю, кем вы, какой симбиоз составляете, Вениаминович же ты у нас, да? Ну, я думаю, там родство, туда-сюда, зырт-пырт, на одной волне. И ты, кажется, должен был сказать, что часть из чеченских диалектов не использует букву Ф. А часть использует. И эта буква была у них. Каланчевский диалект используется. Эрлоевский говор использует. Мелхистинский говор использует. Частично и Тумкалинский, то бишь Шатойский, использует. Орстхоевский говор использует. А есть такой говор, как Орстхоевский. Я и диалекты, и говоры говорю. Ну, любитель буквы Ф ты. Ну, чтобы ты знал вообще, насколько у тебя, какой твой уровень, я хочу показать. На местном языке фартана, ну и так далее и тому подобное. На чеченском нету ЗГ. Где он, слушайте, да, где он выходит из гор, точка. Черкесы называют округ татарским названием Балсу, медовая вода. Чеченцы называют его Арштой. А ингуши и сами карабулаки Арште. Интересно. Орстхой сами себя называют вроде бы Орстхой, а не Арште. Ну да ладно, Гильденштейт, он говорит, что лишь дополнительно отражает их языковое единство. То есть, если ты говоришь на одном диалекте, то есть у Орстхой говор такой, а Горшочек не подумал о том, что Орстхой по сути могут быть по возрасту и раньше использовали этот говор. Намного раньше. Ты не думал об этом? Дальше. Последнее. Дополнительно отражение. Последняя транскрипция, самоназвание. Мы и решили придерживаться. Новая актуализация в нынешнем столетии. Эта проблема была вновь актуализирована в околонаучной брошюре и Абадиева «Происхождение чеченского народа». Назрань 2004 года. Это та книга, когда чеченцев шла война, Вторая чеченская война, проливалась кровь, умирали, выживали. В то время околонаучной брошюре Абадиев «Происхождение чеченского народа», Назрань 2004 год, страница 11, я ее могу вам показать и рассказать, затрагивалась Язе Ахмадовым в его очерке «Историческая география и этнополитического развития Чечни в 16-17 веках», Москва, 2009 год. И в особенности сочинение уполномоченного, дальше, в особенности сочинение уполномоченного по правам человека по Чеченской Республике Н.С. Особенности в сочинении уполномоченного по правам человека по Чеченской Республике Н.С. Нухажиева и его помощника Х.С. Умхаева в поисках национальной идентичности, Грозный 2012, представляющий сборник плохо связанных между собой провокационных статей откровенно антиингушской направленности. Плохо связанных. В поисках национальной идентичности. Книга не экстремистская, не признана ни судом, ни кем экстремистской, не разжигающей межнациональную рознь. Кстати, как раз таки отвечающаяся на провокационные вопросы. Допустим, как же она называется? Смотрим, не называется, а оглавление зачитаем.
К истории вопроса, об этнонимах, терминологии, этногенез чеченского народа, структура чеченского общества и его расселения, формирование ингушского народа, вхождение Ингушетии в состав России, участие ингушей в Кавказской войне, попытка христианизации ингушей, принятие ислама, чеченские тукумы, Экки, Орстхой, Мялхи, история создания Сунжинского района, положение ингушей в ЧССР, письмо ингушской интеллигенции ЦК КПСС, второй съезд ингушского народа, проблема пригородного района, провокационная деятельность некоторых ингушских лидеров, разгул дилетантизма, истории по-кадзоевски, о чистой крови, об Эздале, о языке, о фольклоре, о башенной культуре, братская межа, административное устройство населения, о единстве чеченцев и ингушей, вместо эпилога, библиография, приложение, как чеченцы присоединились к России, об анхойце, время собирать камни, из выступления Лечи Умхаева, акт принятия присяги ингушами, награды за усмирение Чечни, прошение на имя А.И. Чернышова, постановление о дате единения ингушей с Россией, постановление Совмина СССР номер 183 о прошлом Назране, прокламации князя А.И. Борятинского, декларация о государственной суверенитете ЧИР, чеченские башни, если вдруг оказался вдруг, шли в подданство не из-за принуждения, к 75-летию объединения Чечни и Ингушетии, дискуссии с авторским коллективом истории Ингушетии, Н. Яковлев, проблема изучения культуры чеченцев и ингушей, Скидский, Б.В. Скидский, Назрановское возмущение 1858 года, письмо Халида Ашаева писателю М.Г. Мугуеву, историку Северного Кавказа, от Иосифа Сталина до Таймураза Мансурова, услышит ли брат брата, справедливость не бывает однобокой, В.М. Хамхой, Малашбу Уж Нохчи, последнее, соглашение о границе и другие документы. Вот это плохо связанная книга. Вот об этой здесь как раз таки отвечает. Я читал ее. Если бы она была запрещенная, возможно, я бы ее не читал. Честно сказать. Не люблю противозаконные вещи. А здесь как раз таки они говорят, кто фитнес занимается и о чем говорит. Эта книга называют «Красный горшок», хотя ни одной монографии такого рода или работы профессиональной не сделали. Ну да ладно, прочитаем дальше, что же говорит наш «Красный горшочек». Умхаева, представляющий сборник плохо связанных между собой провокационных статей, откровенно антиингушской направленности. И дальше. Ответом стала работа У.Б. Гадиева «Историческое мифотворчество» в книге «В поисках национальной идентичности». Магаз 2013 года. Наконец, новой силой карабулакская проблема разразилась. Дальше пробросы уже сделаны. И дальше он говорит. Наконец, новая сила и карабулакская проблема разверглась с 2018 года, став одной из стержневых и известных октябрьских событий после уточнения границ. После уточнения границ Ингушетии и Чечни, привлекшие массовые выступления в Магасе и по всей Ингушетии, тяжбы с главой республики Ю.Б. Евкуровым в конституционных судах Республики Ингушетии и Российской Федерации, митинги и столкновения с Росгвардией в марте 2019 года, массовые репрессии народных активистов и непрекращающие по сей день провокации и баталии в сети интернет. По сей день в сети интернет. Причем, ввиду того, что полемика по вопросу практически сразу стала достоянием отнюдь не ученого сообщества, а национал-активистов, нередко анонимных. Странник Ауичонер. Слышь, про тебя говорит. Говорит, что ты разжигатель. И чиновников с боевым опытом в далеких от академизма заинтересованных кругах по сей день можно столкнуться с радикальным отрицанием не только русскоязычных источников как таковых, но и всех иных свидетельств, выдающихся немецких, польских, грузинских исследователей 18-го, начала 19 веков, открывавшие Центральный Кавказ для науки. Причем огульное недоверие декларируется под надуманными предлогами, дескать, они не мусульмане и не чеченцы. То есть, когда мы приводим доказательства того, что Уастхуай является частью нашего народа, Красный горшок здесь одной стороны говорит. То есть он говорит,
Все, что ингуши говорят, вот предлагают хорошие документы немецких, польских, грузинских ученых, мы говорим, что это кафиры, это неправда, это все недостоверно, это по его утверждениям. Хотя мы такого, в принципе, не говорили как таковой. Да, есть документ один такой, но есть 10 и против этого документа. Поэтому мы не могли этого говорить. Понимаете? Ну, красный горшочек подливает огонь. И чтобы вы знали, это все на симпозиуме в Грузии. Какое это отношение имеет между Грузией и Ингушетией? Вот вы мне скажите, я, наверное, не понимаю. Может, я не догоняю, ну, не знаю. Я, подумаешь, блогер какой-то там, историк или там закончил исторический факультет и так далее. Но поясните мне, зачем на симпозиуме в Грузии, в Тбилисском государственном университете рассказывать вот эти баталии и все остальное? О чем? В поисках национальной идентичности для начала нужно спросить Умхаева было. Почему Умхаев или Нухаджиева, ну Нухаджиева сейчас нету, да? Умхаева спросить, почему была эта книга написана? Я вам зачитал. Там как раз таки это ответка. А это то, что он зачитал. Ответка на ответку. Вот так указывает. Ну да ладно. Причем огульное недоверие декларируется под надуманными предлогами. Дескать, они не мусульмане и не чеченцы. Он здесь аккуратно переходит сейчас на сражающий повал. Он сейчас просто такие аргументы раз сказал и отрезал. Понимаете? Он сейчас докажет все. А документы, которые он приводит, особенно сильно имеют доверие. Ужас. Ужас. Жесть какая. Ввиду несомненной актуальности данной проблематики, ставшей животрепещущей для сотни тысяч и даже миллионов людей в регионе. Интересненько. Миллионов людей в регионе. Это ты про что говоришь? Про 500 тысяч Ингушетии? Или про Чечню, которой, в принципе, до этого и дела не было, до 2018 года. Даже и сейчас не все чеченцы этим занимаются. Этим, наверное, только занимаются, это то история интересуется, и география, и территория, там, люди, которые, в принципе, которым не безразлична судьба. Все люди не интересуются, какие миллионы людей интересуют. То вы говорите маленькое общество Орстхой, то оно у вас было маленькое, а сейчас интересуется миллион. Это какие миллионы людей? Красный горшок, какие миллионы? Читаем дальше. Так, сотен тысяч и даже миллионов людей в регионе. Оно за один регион говорит. Может, имел в виду Северо-Кавказский регион, сейчас он, конечно, может оправдаться. Ну да ладно. И сложившихся вокруг нее субъективных обстоятельств, усугубивших адекватное восприятие исторических документов. Для его разрешения возникла необходимость отыскать непререкаемое свидетельство из источников, отвечающих исключительным критериям, чтобы автор был мусульманин и чеченец. Никогда ни один чеченец не говорил, чтобы автор был мусульманин и чеченец, и после этого я ему поверю. Никогда ни один блогер, ни один из нас не говорил такого. Никогда. Чтобы ты понимал. То есть люди, которые показывают лицо. Не как ты, горшок, бегает с одного края в другой край, понимаешь? Ну да ладно, это сейчас не суть в этом. Любитель ты Шнейдермана. И дальше. Ну, я зачитаю, чтобы вы были понимали. Причем затронул взглядов... колониальная наука, источником непререкаемого свидетельства исключительным критерием, чтобы автор был чеченец. Причем не затронутый взглядами российской колониальной науки и военной администрации. То есть, я обещал, пошел отсюда. Шнейр ярел. Холлею. Лей в моем эфире делать нечего. Только SD. Только SD здесь. SD тейпы. Понимаешь? SD всех принимаю. А не SD отправляю. Так, сейчас.
Дальше. Матерящегося Хурдела я отправил на Хурдел. Дальше. Автор был мусульманином и так далее. Это закономерным образом приводит нас в эпоху до поглощения страны горцев Российской империи, а именно в период не позднее существования Шамиля, когда среди чеченцев появились уже достаточное количество образованных лиц. Но ты, шнурек, тут загнул. Образованные лица до имама Шамиля были, чтобы ты понимал. Бейбулат Таймиев, Ушурма, шейх Мансур. Ты, Горшочек, конечно, можешь здесь немножко выеживаться. Я поясню дальше. Поскольку такие твоего рода люди, прекрасно мы знаем, кто ты. И никакого, честно сказать, дальнейшем, со всем уважением к имаму Шамилю, но твое уверение о том, что до имама Шамиля не было образованных людей, которые могли бы написать или рассказать что-либо, тебе просто неизвестна история у чеченцев. Поэтому, наверное. Ты же, Горшочек, у нас по архивам лазишь, да? И ты думаешь, что только то, что ты сказал, это из твоих уст все золотом и все правда. Но ты, Горшочек, ошибся. Это закономерный образ приводит нас в эпоху поглощения горцев Российской империи, именно имамата Шамиля, когда среди чеченцев появилось уже достаточное количество образованных лиц, в том числе среди наибов, способных оставить такое свидетельство, и в архивах сохранились соответствующая база источников. Ярчайшим представителем этой категории служил небезызвестный Юсуф Хаджи Сафаров из Алдов. Он это будет до конца, подчеркиваю, черным шрифтом, что он из Алдов. Сафаров из Алдов. Что Сафаров написал. И что же написал, дальше смотрим. Чья головокружительная биография не раз привлекала внимание исследователя. Наиболее интересная и полная версия его биографии написана известным языковедом, кавказоведом, историком, этнографом Генко. Затем Хожаевым, Далханом Хожаевым. А также в 2005-м Яузом Ахмадовым, Хасмагомедовым, в соавторстве Ахмадовым. Наконец, последним во времени этом ряду стоит обобщающая статья Мусаева, наиба имамата и советник Шамиля Юсуф Хаджи. Биография в контексте критики автобиографии. В дагестанских документах он именуется Хаджи Юсуфом Аль-Мисри, то есть египетским, поскольку, как известно, этот чеченец, в юности, странным образом, сейчас нужно указать обязательно, что он чеченец. Обязательно это нужно указывать. Вы должны понимать, для чего это делается, эта манипуляция. Ну, чтобы подчеркнуть. Этот чеченец в юности, побывав ни наиб, ни приближенный и так далее. В юности, побывав в хаджи с отцом и на обратном пути, осиротев, остался в Египте, где на службе у Мухаммада Али Паши успел получить определенное образование, продвинулся до офицерских чинов в военно-инженерном корпусе. По возвращении на Кавказ, оказавшись единственным картографом в имамате, по крайней мере, ну а как же, единственный картограф, ну ты только буквально еще там страниц 5, абзацев 5 тому назад говоришь, что было большое количество ученых, алимов, которые знали писать, были образованными людьми. А как же то, что образованные люди другие не могли сделать карты? То есть, кроме Сафарова, никто карты не делал и вообще не оставил никаких заметок по этому поводу, да? Да. Огромное количество образованных людей при имамате Шамиля, в том числе и чеченцы, но никто из них не умел писать ни карты, рисовать, ничего делать. А это делается специально, для чего я вам поясню. Чтобы указать, что единственный это был Сафаров, и он указывает дальше, читаем. Осиротев Мухаммад в Кавказе оказался единственным картографом имамата. По крайней мере, все 5 известных науки образцов картографии с территориями имамата либо прямо подписаны его рукой, либо с большой долей уверенности, а тут уже доля уверенности, выполнены именно им, что заметно характерным египетским ошибкам. Образованный, но пишет египетскими ошибками. Очень очевидно. На этих
на этих арабоязычных картах. Это картографический материал действительно представляет большую ценность, в том числе потому, что создает возможность пояснить, как в самом имамате между горцами Дагестана и Чечни воспринималось карабулакское общество в период существования здесь наибства, кем воспринимались выходцы из этих приграничных территорий и что тогда считалось ингушскими землями, то есть при имамате Шамиля. Мне очень интересно. Интересно, Горшочек знает, где были границы Малой Чечни? И к кому они относились? Почему она называлась Малая Чечня на всех картах? А это, извините меня, посмотрите на карты, кстати, в документах и Ингушетии, и в книгах Ингушей эти карты есть. И я их публиковал. 30-е годы 19 века. Граница Малой Чечни заканчивалась Галашками. Селение Галашки. Эти документы российские, официальные, в принципе, ничего тут чеченцы и не отрицают. Но это не важно. Прочтем дальше. Ценность, в том числе, тогда между горцами Чечни, вот здесь наибство, тогда ингушскими землями. Ответ на эти вопросы позволит дать, пожалуй, самое важное арабоязычное, это говорит Красный Горшок, что это самая важная арабская карта владения Шамиля. А вот тут уже интересно, тут мы начинаем подхалимничать. Хранящаяся в Национальном историческом архиве Грузии, НИАГ, и в русскоязычной копии из Российского государственного военно-исторического архива РГВА, с пояснением кругам Дагестана, сделанным для свиты, честно сказать, причем тут Чечни и Дагестана, ну да ладно, должно было быть, сделанным для свиты его императорского величества и озглавленное дагестанский имам и воин Шамиль, рисунок 1. Причем именно на это русскоязычном переводе РГВА вместо с планом резиденции имама Шамиля введено, мы первоначально и натолкнулись еще зимой 2018-2019 года, поделившись также с дагестанскими коллегами, после чего, поняв, что это лишь перевод, принялись за поиски арабоязычного оригинала. До 2018 года, до паники по границам между Чечней и Ингушетией, дагестанские ученые, в том числе вот этот Красный Горшочек, не находили эту карту. А вот когда появилась проблема между Чечней и Ингушетией, дагестанские ученые нашли эту карту, наткнулись на нее. До 2018 года ее не искали. Ее не было. И причем, да при чем тут вообще эта карта? И, да при чем тут Дагестан? Здесь Чечня и Ингушетия, это сами братья, сами разберутся. Нет. Дагестанские ученые тоже ее заинтересовались в 2018-2019 году. Поделившись в 2019 году с дагестанскими коллегами. После чего, поняв, что лишь перевод, принялись за поиск арабоязычного оригинала. До этого не искали, а потом начали искать. Который спустя год, несмотря на надвигающую пандемию, был чудом обнаружен в НИАГ в Тбилиси. Русскоязычная карта была выполнена на бумаге размером 58:371, наклейка на холст, примененным черной, голубой, зеленой, оранжевой красок, содержит символическое разделение земель овала неправильной формы, предлагающее схематические изображения горских округов Наибс, из которых состоял имамат Шамиля, цветных прямоугольников развернутых крепостей, указателя сторон света с пояснением нижней карты и заверением начальника главного свита и его величества генерала-майора Вольфа. Все надписи сделаны на русском языке, многочисленные ошибки в названиях сел. Согласно сопроводительным документам, карту Дагестана и Чечни и план ведения, составленного по приказу Шамиля, доставил Владикавказ бывший наиб халиф Эфенди из карты, пришедшей в конце осени 1852 года русским. 4 декабря об этом было доложено в отношении главного отдельным Кавказским корпусом генерал-адъютанта Воронцовым, военному министру генерал-адъютанта Долгорукову первому в Санкт-Петербург, и 19 декабря доведено последним до императора. А уж 29 декабря 1852 года, согласно помете военного министра Николай I рассмотрел карту Дагестана и Чечни, использованную весьма грубо и свидетельствуя о географических понятиях горцев в планах ведения, которые книжки Воронцова поправлял для представления императорского величества. Сообщение сим выходцам
то есть Халид Эфенди в документе Халид Эфенди. Что касается карты, хранившейся в Национальном историческом архиве Грузии, среди разной переписки между начальствующими лицами Грузии о покорении Кавказа и другим вопросам, рисунок 2, впервые она была опубликована, если так можно выразиться, в ужасном качестве, рисунок 3, повернутый вверх ногами, без какой-либо атрибуции, в 1953 году, то есть когда чеченцы были депортированы. В известном сборнике архивных документов и материалов под несоответствующим содержанием название «Шамиль. Ставленник султанской Турции и английских колонизаторов». Сборник документов 1953. Ею нелитературный египетский арабский язык, бросающийся в глаз при работе с оригиналом, не оставляет сомнения в авторстве карты Юсуф Хаджи Сафарова из Алдов, опять же, жирным шрифтом. Он же Юсуф Аль-Мисри. В специальной таблице дважды озаглавлено пояснение, сколько на этой карте округов в Дагестане и на сколько частей разделен Дагестан. Есть специальная графа «Ингушское разделение» и Клим, под которым поименованы Мурджо, Галгай, Инкуш, Калаш, Карабулак, всего 5. На самой карте, приурочен к течению рек Авалах, показаны округа соответствующих найсов, в том числе ликвидированы. На равнине в районе Назрани Галгаевский округ с галгаевскими аулами, а восточные авалы, соответствующие Нижнему Карабулакскому округу, без названия вписаны аулы между Ассою и Мартаном, рекой Мартаном. В горах, отделенных от равнины широкой голубой полосой, показаны Мираджские горы, гора Мерджи над Старым Ачхоем у реки Нитхой, и за ним округ Мерджою, то есть Мерджи, с примыкающей к ним с другой стороны овалом, содержащий аул Цори, то есть Цори и Галгаевские города, граничащие за рекой Мартан, с расположенным к востоку от нее ингушскими горцами. На арабской карте Джебель-Ингуш вписанный в округ Ялхари, обозначающий водораздел между бассейном реки Гихи и Фортанга. Западнее них между Асой и Верховьем Сунжи лежит округ Галашевский с галашевскими аулами. И ниже него по Сунжи начинается округ Ингушский с ингушскими землями. Интересно, что год спустя в научном архиве Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН был обнаружен черновик этой карты. То есть не было его, а теперь он обнаружен. Представляющий собой незавершенную и не раскрашенную ее копию, имеющую ярко выраженное сходство с рассматриваемой нами картой Имамата из Национального архива Грузии. На ее обратной стороне имеется письмо «На». Очень интересно. Карта до 2018 года не была в Грузии, в дагестанскими учеными не была обнаружена. А сейчас, она говорит, была только черно-белая, и в Дагестане она была, но ее никто не использовал. Дальше. Османском языке, адресованный Мошаришу Мустафу Хаджи Ибрагим Бею, опуская многочисленные эпитеты и благожелания, содержание вкратце можно определить следующим образом. Спустя некоторое время после очередных сражений русскими не удалось захватить некоторые крепости вместе с боеприпасами, а также были возведены крепости на приграничных территориях. Описание и карты прилегания к ним письму. Также на карте указаны районы и народы, некоторые поддерживающие нас. Для дальнейших сообщений дел будем с вами связываться через нашего постоянного представительства. На листе имеются перечислены захваченные освобожденных крепостей храбрыми дагестанскими воинами во главе с имамом Шамилем. Письмо в завершенном виде предполагалось к подписанию предводителем. Ингуши вошли. А тут уже самое интересное. К чему это подводится, чтобы вы понимали. Сейчас есть очень много докладов, не входили в состав, не были на стороне ингушей, выступления огромное количество старшин.
ингушских, которые говорили, что не входили в состав. Но Красный Горшок и некоторые его злопыхатели решили этот момент переиграть. И сейчас они активно говорят, что были наибы у имама Шамиля, ингушские и так далее и тому подобное. Ну, по документам можно посмотреть, вы увидите. От себя ничего не говорю, можете посмотреть. Ну да ладно, а вот к чему он подводит это, зачитываю. А в реалиях 1800 года очевидно, ингуши вошли именно в категорию народов, которые поддерживают нас, то есть Шамиля. Не случайно в двух последних походах, ну ладно, неважно, ошибки, Шамиль совершил по призыву ингушей им на помощь после Назрановского возмущения 1858 года, которое есть в этой книге, можете прочитать, посмотреть. Несмотря на то, что эти же дни от продолжительной болезни умирал его старший сын. Однако известна еще одна карта, которая по приказу Шамиля была составлена все тем же чеченцем Юсуф Хаджи Сафаровым из Алдов, специально для султана Абдул-Маджида 1839-61. И отправлена в Стамбул с османским офицером алхалитского происхождения Хаджи Исмаилом, но оказалась перехвачена на обратном пути вместе с ним в апреле 1854 года после ареста близ границы, поставлена для допроса в Тифлис. По показанию Хаджи Исмаила она создавалась Гаджи Юсуфом Мисрийским, египетским. Вместе с картой были изъяты письма Шамиля в курс Мустафы Разы Паши и тогда Машуда Абдал Паши. Однако по обнаружению вторая карта сложно сказать однозначно, является ли хранимой в Национальном историческом архиве Грузии карта Юсуф Хаджи той, что предназначалась султану Абдул-Хамиду и была изъята у Хаджи Исмаила в 1854 году в разгар Крымской войны, как предположил в своей работе Мусаев, или то, что было доставлено Халид Эфенди годом ранее, хотя, возможно, она была в Петербурге для представления императорского величества. Наличие в Дагестанском архиве черновика позволяет также с высокой долей вероятности допустить наличие Юсуф Хаджи некого базового образца, так далее и тому подобное. Будет практически идентично, она отличается лишь незначительно, как составлены им уже известные планы резиденции Шамиля введено. Наконец, можно надеяться на то. Надеяться на что? И вот так, освободилась. Угу. Постараюсь сейчас. Давай. Алатай, она. Так, освободишь? Минутку. Сейчас. Окончание надо же зачитать. Окончание надо зачитать. Обязательно зачитать. Угу. Так. 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 Сейчас дайте мне минутку. Дайте мне минуточку. К чему это я подвожу, чтобы вы понимали. А вы пока готовьте вопросы. Чтоб тебе пусто было, а? Ничего. О, вот. Кори.
Так. Ничего, минуточку. Угу. Вот он. Это у нас 103-я страница, да? Стоп. Угу. Наконец, можно надеяться, что часть карт все же достигла Османской империи. Еще ждут своего открытия в архивах Турции. Но так или иначе, для верующих мусульман не может быть более ясного и весомого аргумента по вопросу о традиционном восприятии горцами Дагестана и Чечни накануне поглощения Российской империи Арште-Карабулаков как части ингушей и несостоятельности обосновать попытки отклонить их от ингушского народа историческими доводами. Вот так вот Красный Горшок обосновывает. То есть ничего как такового в этом докладе такого, или в его картах ничего такого нету, чтобы было понятно, чтобы прямо можно было сказать однозначно, что это является территорией, или Ошстхойовцы являются. Но кроме есть одна часть. Да, ошстхойовцы прекрасно знают. Вы спросите у ошстхойовцев во время имамата Шамиля, почему Галашки называлась Малой Чечней? Она не называлась Малой Карабулакией и не называлась Малой Ингушетией. Если бы это было бы так, то ни Сафаров, ни остальные, да кто-либо угодно, но даже сами российские картографы записали его именно так. Прокламации Борятинского, когда он уже начал говорить с чеченскими наибами, я его могу вам зачитать, он говорит, до 1839 года все земли с наибствами будут возвращены чеченцам, главное, чтобы они перестали только воевать и поддерживать имама Шамиля. Тот же Красный Горшок, который умиляет и описывает настолько сильно Сафарова, Юсуп Хаджи Сафарова или Аль-Мисри, как он называет, он много раз чеченцам его закидывал и говорил, вот он предатель, он перешел на сторону Российской империи, он предатель, они оставили имама Шамиля, и он чеченец, который предал имама Шамиля, и он это много раз упоминает. Есть очень много текстов, вы можете посмотреть. Здесь он его преподносит в Грузии как чеченца, коренного чеченца, который мусульманин, достоверный, достойный, один из самых таких, единственный картографом имамата. А с другой стороны, когда вопрос у Красного Горшка возникает с чеченцами, он говорит, что вы предали имама Шамиля и так далее. Конечно, сам Красный Горшок, по сути, наверное, не знает. Есть списки 1831 года тех, кто перешел намного раньше чеченцев на сторону Российской империи. И это вполне нормально. Вы можете найти в свободном доступе, даже не нужно ездить в Грузию, огромное количество, кто перешел на сторону Российской империи, кто перестал помогать. Наверное, точно так же Красный Горшок забыл сказать, что в Ахульго имам Шамиль оставили имама Шамиля фактически, когда он ушел. 4 человека вместе ушли в Чечню, чеченцы поддержали. На 4-й год его правления чеченцы поддержали, и еще 20 лет, проливая кровь чеченцев на чеченской земле, где были 2 столицы в Чеченской республике, где были в основе своей 99% из 100 были чеченцы. Потом по приказу Шамиля эти же чеченцы отвоевывали те же самые дагестанские, как он пытается сегодня показать, что Дагестана и Чечни, дагестанские земли вернули в имамат
Чечни и Дагестана. Об этом Красный Горшок упомянуть забыл. Забыл, а также он упомянуть, если о современных землях, он также говорит, что он, именно он и его национальная принадлежность, хотя я не хочу задевать, конечно, никого, из Газгумки проживают на Валахском районе и не отдают дома ауховцам, чеченцам, нохчи, в том числе арстхоевцам, которые проживают там, которые были во время депортации заняты его народом и еще одним аварцами. Они заняли эти дома, им построили целый микрорайон, они не переезжают, что 2600 домов до сих пор не могут, хотя принят закон о реабилитации, Москва сделала для них дома, для переезда деньги дали, и все остальное многое, но кто разворовал и все остальное, это уже им лучше знать, правоохранительным органам, это не мне судить. Но я знаю, что 2660 или 2600 домов в свободном доступе вы можете посмотреть, и они освещены общественными организациями, тоже оглашены эти списки, а уховцев, в том числе арстхоевцев, карабулаков, за которых так сильно переживает и называет их ингушами, Красный Горшок поехал в Грузию, делал научный доклад, где доказывает по картам чеченца Юсуфа Аль-Мисри, оказывается, орстхоевцы во время имамата Шамиля были ингушами. А сами орстхоевцы настолько тупые и глупые, что они помнят свою историю буквально 150, 170, 180 лет тому назад. Так что ли? Вы спросите у орстхоевцев, они знают, когда воевали, с кем воевали. Да, среди подписанных договоров, кто подписал договор в 1810 году, там есть одна или две фамилии, одна фамилия, если я не ошибаюсь. Или одна или две фамилии орстхоевские. Но это сами орстхоевцы разберутся, они сами прекрасно это знают. Вот. И то, что с гор орстхоевцев застали спуститься, потому что всех, кто жил в горах, и кто воевал, сопротивлялся, и до Галашек, наконец-то, еще раз повторюсь, на всех картах до Галашек и Галашевского округа эти земли записаны на всех картах как Малая Чечня. Ни Ингушетия, ни ингуши, со всем моим уважением и любовью к нашим братьям, но так на этих картах огромное количество. Даже не нужен Юсуп Сафаров, которого ты нас упрекаешь, что он был предателем, имама Шамиля, а тут вкидываешь его как одного из самых любимчиков имама Шамиля, единственного картографа, который указал, что, оказывается, Карабулак или Арште являются ингушами. Для начала уарстхуа сами разберутся, кто они есть. И это мое личное мнение. Те, которые проживают в Чечне, проживают по всей территории Чечни, они проживают и работают, и живут. Мы все вместе здесь. И знаем прекрасно, кто от кого... Сейчас. И так можно разнести нашего красного горшочка, конечно, по атомам, наверное. Если на то... И это только из тех людей... Я не хочу называть фамилии. Тимур, не проси, я не буду называть никакие фамилии. И это Саук Таци. Вы сами прекрасно все это знают. И кто знает документы, это знает. Мне не нужно это озвучивать. Это раз. Во-вторых, что касается арстхоевцев, они проживают здесь на протяжении всего времени, сколько существуют. Их никто не ассимилирует, их насильно не пытается расщепить, как вначале говорил в докладе своем якобы Зураб Гаджиев от имени Шнейнермана и так далее и тому подобное. Но, извините меня,
Поэтому, еще раз повторюсь, мы любим, ценим часть своего народа Орствой. Да, лишь дух бабой, мокшмеш, лил бойлыш. Я со всем уважением и с любовью, я знаю свою мать, я знаю, что они говорят, как они говорят, являются они, не являются, кем они являются. И никогда, и она говорит, ни ее отец, ни ее дедушка, моя мать их всех помнит, никогда не говорили и даже не заикались о том, что они были. Ну, я не буду говорить все, что она говорит, я не сказал с орстхоевцами, я сказал в договоре ингушей с Российской империей есть орстхоевская фамилия. Я не говорил, у Орстхоя есть, не путайте, пожалуйста. И мы всегда считали и считаем его частью своего народа. Единым монолитом, сами же орстхоевцы по поводу этого вопроса сказали, не надо нашу родину или наши земли делить, мы сами разберемся, где они должны быть. Они большой частью проживают в Чечне, тоже небольшой не скажу, такой же большой части проживают в Ингушетии, часть их проживает в Дагестане ныне. По Красному Горшку нужно было заботиться, чтобы этим орстхоевцам отдали землю, было бы хорошо. Изначально, если бы они хотя бы Орстхой отдали, там бы и Эхкой отдали землю, не было проблем. Но Красный Горшок, не решая свою проблему, поехал в Грузию, в Тбилисский университет, зачитывать и говорить, что чеченцы якобы отжали, и чеченцы якобы называют орстхоевцев частью своей. Мы не называли, мы говорили и говорим, что Орстхой — это часть нашего народа. Мы их любим, мы их ценим. Мы никогда, ни один из докторов исторических наук, ни один ученый чеченский, исследователь, ни один блогер, ни один старейшин никогда за все время, зафиксировано видео, не видео, не говорил, что Орстхой являются кипчаками, или же что Орстхой являются народом пришлым, который ассимилировал с нами. Ни один наш ученый такого не говорил, поскольку мы знаем, что Орстхой — это и есть часть нашего народа. Все, без исключения, и Орстхой, и Мелхи, и Эхи, мы один народ. И не вам заниматься этим. Скажите мне, какое отношение вот этот доклад, вот зашел Таргамас я так понимаю, это вопрос был, переслали его с Ютуба. Скажите мне, Таргамас, почему я должен молчать, когда вы оскорбляете моих орстхоевцев, мой народ и наши территории, должен молчать? Зачем, поехав в Грузию, взяв с собой Красного Горшка, которого можно было предъявить вам, вы не увидите ни одного чеченца, который поедет совместно, я говорю вообще, допустим, в Армению, с осетинами вместе, сядет и будет говорить про пригородный район, что он является исконно осетинским. Вы такого никогда не увидите. Но вы, зная проблему Ауховского района, взяли с собой Красного Горшка, повезли его туда с докладом выступить на симпозиуме. Вы не сказали ему, зачитай, Зураб, здесь, в Тбилисском университете, почему вы не отдаете дома орстхоевцам, карабулакам, которые проживают в Дагестане, или акинцам, как вы любите их, отдельную нацию превращать. Почему ты об этом не сделал доклад? Не сделал, Утырик, потому что у тебя нету ни чести, ни совести. Ты такой же подстрекатель с норницами поехал оскорбить, унизить и показать всему сообществу или грузинским студентам, или в этом симпозии, а показать, что чеченцы захватили, чеченцы пытаются отторгнуть от кого-то что-то. То есть свой доклад ты хоть читал? Ты делаешь доклад, ты говоришь, что ингуши и чеченцы, цитируешь не Нирманом, никакая разница, кого ты цитируешь. Указываешь, что последние 100 лет пытаются ассимилировать орстхоевцев. Ты хоть тупая твоя, я не знаю, этот горшок сжал тебе голову до такой степени, что ты не понимаешь, что ты читаешь, что ли? Какое ассимилировать? Насильственно ассимилировать, добровольно ассимилировать. То кандидат говорит, что их ассимилировали, они там потом уже вот эти
Как она же сказала сейчас? Как она называла племена? Кочевые племена, кочевое племя. Ассимилировалось, растворилось среди чеченцев и ингушей. Один доктор исторических наук говорит, теперь ты, доктор исторических наук, говоришь, что их, оказывается, хотя бы чеченцев не трогали. Чеченцы такого никогда не говорили, нам не нужно ассимилировать. Это наш народ. Мы одно единое целое. Ассимиляция происходит, если человек другой национальности. А один народ с одним народом женится, выходят, братья, родство ведут. Это один народ. По ДНК один народ. Там буквально 600 лет, 650 лет Цуантру, Беной, родственники все аштхоевцам. Шатойский кластер родственник аштхоевцам. Вы вообще о чем говорите? Какая ассимиляция? То вы говорите маленький, если это маленький такой общество, орство, тогда оставьте их в покое. Пускай они сами решают, кто они. Жили вплоть до назрания, их называли, приписывают. В советское время, говорит, их всех записывали в паспорте ингушами. Какое удивление! Я просто в шоке. Я рассказывал, как ездил на открытие мечети Луам-Ахы. И там написано, там мне рассказал старейшина, рассказал, что в 1971 году приходили, записывали 3 человека в шляпах с папочками, говорили, какой ты национальности, когда они говорили чеченцы, говорят, не называй себя чеченцем. Это 1973. Я клянусь Аллахом, я спросил, и он и дицит душа хуек, шаш акайду, шаш цен ногчиду, хилладу, хирдолшту эл. Цвосвик хадин камялду, и ашук дадьяш камялду. Так сказать, полевой материал. Вот такой разговор у меня был с этим человеком. Кого хотели, записали, кого не хотели, не записали. Я не говорю, что везде это было так. Вот и все. А теперь отвечу, уважаемые братья. Эта футболка, ее мне задонатили, помогли, прислали мои братья из Австрии. На этой территории карта расселения, это не даже карта расселения, где проживают ногчи. Здесь и аух, здесь и дюэл-кюрт в Сидах, который мы никогда не забываем и не оставляем. Это братья прислали. Сказали, мы бы хотели, чтобы ты ее одел в прямом эфире во время стримов. Я ее ношу. Здесь у меня есть и другая с логотипами, с нашего канала и так далее. Здесь в центре написано Нохчичуэ. Это ареал проживания Нохчи народа. Оно должно быть чуть побольше, до Каспийского моря, но они сделали вот так вот. Это опять же рисунок. Карта. Как сказали авторитетные государственные чиновники соседнего региона, когда в их министерстве на стене висела карта с современным Серноводским, то бишь спорный, который был возвращен в 2018 году Серноводским районом, карта была висела на стене, и когда к ним обратились из официальных властей, то бишь Чеченской Республики, они ответили, это не карта официальная и не соответствует госстандарту по реестру, это просто рисунок, картинка. А это было официальное министерстве соседнего региона. Я не в министерстве, я у себя дома, на своем теле, принадлежащем моему народу, Нохчи народу, который меня породил, моего отца, моего деда, прадеда, который кровью, потом приросли к этой земле, являясь ее сынами, имею право носить с любой картой, с любым рисунком на своей футболке. Никому я отчитываться не обязан. Вам делать футболки можно, вам делать истанги с нашими землями, включая Ачхой-Мартан, Урус-Мартан, можно. Валерик, Шахми-Юрт, Закан-Юрт, вам можно. Вам можно делать вот эти пасеки пчеловые, можно. Вам можно делать дневники, вам можно делать брелки, вам можно делать книги. Вам это все можно, и это не запрещено. А мне, являясь патриотом своей родины,
подаренный моими братьями из Австрии, носить футболку, понимаете ли, с дюал-кюртом и аухом мне нельзя. Да какое вы имеете на это право? Я что утверждаю, что здесь написан государственный реестр, номер госрегистрации, что это официальная карта? Нет. Вот флаг, вот. Это моей республики. А вот это рисунок, там, где проживает Нохчи. Хочу одеваю, хочу не одеваю. Это мое желание. Я так хочу. Мне так по кайфу. На спине там написано Нохчу. Это самоназвание моего народа. Это место, где проживают Нохчи. Ну, конечно, там можно было и Европу, и тогда везде, где Нохчи проживает, конечно, не поместишь. Но и все-таки хотя бы так. Хотя бы так. Просто рисунок. Просто футболка. Или рубашка. Вы носите, вам можно. Мне тоже можно. Так. И хотелось бы сказать огромную благодарность, пока идет эфир, за донатели, поддержали наш канал. Есть ли имя? Есть ли имя? Я не знаю. Имя есть? Не знаю. Ну, один брат или сестра. Это сестра. Сестра Марьям поддержала наш канал и задонатила, поддержала канал, задонатила на наш Тинькофф банк. За что ей огромная благодарность. Марьям, ты волчица, дал си дуэль, будиснег эзашка содолетил, дал духяхуэль. Огромная благодарность всем, кто поддерживает наш канал. Благодаря вам мы существуем, мы работаем, мы продвигаемся, изучаем. У нас, конечно же, есть и новые материалы, новые документы, книги. Но пока, как вы знаете, я вам зачитал всего лишь один из эпизодов. Следующие, конечно, будут не такими большими, кроме Хаммерза, даже его тоже не все, потому что все, что касается их региона, не касаемо вне нашей юрисдикции, то есть не зачитывая про чеченцев, да, цахальчане, мне абсолютно ничего не нужно. DL2 я и не буду читать. Только касающийся непосредственно нас. Если касается нас, я это буду зачитывать. Вот красного горшка я вам зачитал. Это наш старый знакомый. Вы знаете, какую ерунду про Орстхой. Да, кстати, это он посодействовал, когда писали, что крысиными мордами и так далее и тому подобное был сделан доклад в 2019 году, если я не ошибаюсь. Это 94 страницы. Там они... Астхоевские имена говорили, что там крысиные морды и так далее и тому подобное. Это он еще в то время приложил руку на этот документ. То есть он помогал, по крайней мере было это видно. Почему? Потому что там затрагивался непосредственно Ауховский район. А по Ауховскому району кто может сказать, если не вот, как говорится. И остальные я обязательно зачитаю. Пункт, графа, что касается, что нет, просто я не хочу сейчас, если я боюсь, что еще буду зачитывать второй, не успею ответить вам на вопросы, мало ли кто-то отправит запрос, захочет зайти в эфир, поэтому сейчас с YouTube, с Instagram задавайте вопросы, я обязательно отвечу на ваши вопросы, задавайте вопросы по так называемому симпозиуму, за то, что я зачитал, если я что-то неправильно понял или неправильно диктую, конечно же, вы можете это сказать. Еще раз, впервые у себя в эфире я не публикую, хочу показать вам документ. Благодаря алроевским волкам, один из братьев Алрой, из тейпа Алрой, мне подарил книгу, за что ему огромная благодарность, не только, как говорится, финансовую поддержку донатят мне, но и отправляют старые документы и книги. Так вот, в одном из этих книг есть вот такой вот документ. Вот такой вот документ, очень интересный. Как видите, весь такой пожелтевший. Этот документ номер 5/23 1991 года. Это обращение к историкам и народным депутатам Верховного Совета ЧИР, Советом старейшин Мехкел, Чечни и Ингушетии, чеченцам и ингушам. Но об этом мы обязательно с вами этот документ полностью я зачитаю. На этой же, я не знаю, как это назвать, это то ли газета, то ли что-либо, я не могу сказать однозначно. На нем записано две... да, кстати, статья, кто ее написал? Лечи Салигов Орстхо написал эту статью.
впервые публикуются две карты. Это Арстхойвиц. Совет старейшин, я назову фамилии, документы. Потом там же две карты, мы ее тоже обязательно вам покажем. Ну, в то время это непосредственно были впервые опубликованы. Там здесь НИСО и так далее. Все документы за 91 год, Тифлис 1844 год. Очень интересный доклад, очень интересная работа. Это касаемо Дюэла Кюрта Псидаха. И, ну, документы очень важные, старые. Поэтому я думаю, что переселились вглубь своей родины Чечни из-за того, что аварское влияние начало доходить до мехлитов, и их мог ответить. Нет, не... Я такого не слышал, такого документа не видел. Вот я что ж, Модуш. Ассаламу алейкум, башлан. Ва алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Башлан, по поводу этого доклада Хаттадуса. Так, задавай. В симпозиуме участвует Наха, если в их симпозиуме и доклад Язинчара, если там были, так скажем, антигосударственные высказывания, Ну, да. и оскорбление целого народа, получается так, что это доклад то есть они приняли то, что там говорилось, получается, да? Ну, я так понимаю, во-первых, только единомышленники могут выступать на симпозиуме, где говорится все о, допустим, это культурный центр там, да, соседнего региона, который в Грузии. И я не вижу тут такого, чтобы, если бы это было для обсуждения, любой мог бы выступить, там должны были быть приглашены, само собой, сторона от Чеченской Республики, чтобы хоть как-то оппонировать. Представителей нашего народа там нету. Как таковой. Представителей грузинского народа я там тоже не вижу, кроме вот этой Марьям Бережешвили, я не знаю, откуда она, оттуда или из Грузии, или она, или с Ингушетии, я не могу сказать. Но не факт. Но факт остается фактом, что только единомышленники и повествующие одну сторону этого вопроса выступают на данном симпозиуме или конференции, как она, ну, здесь симпозиум написано, и, то есть люди, которые единомышленники, выступают в одном порыве против или за что-то, или я думал, что этот симпозиум, он должен был быть за единение с Грузией, братские отношения с Грузией, Ингушетией, это туда я не вмешиваюсь, если это так. Да, они там должны говорить о своем внутреннем, взаимном, да, между Ингушетией и Грузией, да? Получается, если они там обсуждали только чеченский народ, то этот симпозиум был также против чеченского народа, получается? Я отвечу на этот вопрос, хороший вопрос, но скажу тебе так, немножко неправильно, поясню тебе. Я зачитываю только то, что касается чеченцев. Там затрагивается не только, там затрагивается власть, современная власть России, там затрагивается власть СССР, то есть там затрагиваются и, честно сказать, государственное устройство. Не скажу, что спецслужбы там упоминаются, хотя, в принципе, кажется, вроде бы тоже упоминается. Но это не мое дело. Я не вмешиваюсь. Для этого есть специальная структура, я этим не занимаюсь. Я вот блогер по истории. Меня интересует вопрос только исторический, касающий нас. Поэтому, чтобы люди понимали, конечно, там затрагиваются разные там другие и спецслужбы и так далее и тому подобное. Ну, спецслужбы я имею в виду, МВД и так далее и тому подобное, возможно. Но я из этого всего контекста взял касающийся только нас. Поэтому это выглядит сейчас так, как будто бы только про нас, но на самом деле там затрагивается вопрос и по Абхазии затрагивается вопрос, и по Южной Осетии они затрагивают вопрос. Но это меня не касается. Пускай это разбираются непосредственно представители, там, допустим, Абхазии или Южной Осетии или самой Грузии. Я одного не могу понять. Вот из всего этого доклада, который я не сделал и не зачитал сегодня, некий этот Хаммарс из Финляндии, который представился, да, он
Тбилисском государственном университете фактически оскорбляет, я уже зачитаю, как бы забегая вперед, оскорбляет Мираба Чихуа и Анчбаз, кажется, его зовут. Это оба ученые, видные ученые Грузии. Почему в стенах Грузинского государственного университета позволяют вот в таком формате высказываться о их работе? И для начала можно было бы их просто-напросто позвать и спросить: вот вы написали, мы недовольны, апеллируйте. Но их не позвали, и их, грубо говоря, там называют как чуть ли не профанами, не знающие этой темы. Поэтому это я не понимаю. Поэтому я скажу так, отвечая на твой вопрос. Я взял только из контекста, касающий непосредственно нашего народа, Нохчи народа. За других я не отвечаю, меня никто не уполномачивал, никто об этом не просил, и это даже. Я выждал очень, ты, наверное, все, кто следит, видели первое мое выступление, когда непосредственно наткнулся на этот доклад. Я выступил, подождал, кто как, что там делать, я не знаю, но я подождал немножко, и поскольку я обещал, что и дальше буду этот доклад касаемо Нохчи народа разбивать, как сегодня это делаю, все. А остальные, что как делают, меня это не волнует. И что пал. Там не только про чеченцев, отвечая коротко, там и про других, то есть и про власти, и все остальное. Но это я не компетентен, для этого есть специальные службы, я это не вмешиваюсь, пускай сами разбираются. Так, чуть-чуть отходя от темы, затронул бы такой вопрос. إذا وين دائما проблемы خلهم دوز ما درديش وين دائما كل وقت يصير هم دوز ويا صدقت ويا أجمعيز خلاص например سين دقمل دوها за тебя за других отвечать я не буду сам баш бодидиш а видео что ваш حاجة واسطة эфир ولا دوسك но أس دوش حناها نخشي غلغة إذا تحقق أم دبوش حبيب موسى قولي سودا إن إيد ميرو زيني خلايوسا إويل خلايوسا تهنا أسا جروب نشوحة كومنتاريش بوضح تحنيخ سمنا زوانيات إكويركت يشا تسوي شتو إلبشت إيد بيكشا إي أسكر بيهدش بولناه بوي إش نوخشي خلولش غلغة خلولش بيدعيات سون إش مصر تعمل نيجبو هذا ألشا يهويرخ بال قيدبات يتيرخ بال قيدبات إي ديها ليش تحصل إيدي وش بعمل شو ليكشور شو يجيهم سيستم ما اسمه إيش بوكسوات شو متعدون ما شوح بريستا تعوها إنا وستا حنكسن جما يشلا إنا وزل بقيرو تيجا سو تبع زوج ورد بات بجوح بشلام إذا Не вижу. بريستا إن الوانز Я сейчас не дошел до него, просто смотрю. سنجح البوم Все, вижу. Соболел. Да, вот. и давай. Вот, теперь я бы хотел показать вот этим моментом, как мы убираем тех людей, которые пытаются коверкать название какого-то тейпа народа бедаят. Но прикол в чем? Мы не видим такой же реакции из других пабликов. На других норнийских пабликах любой, кто угодно может зайти, оскорблять чеченцев, обвинять главу республик, да и бедаю чечену уедушку сучуана. Почему на те паблики не обращают внимания, на эти паблики? Я понимаю. Я могу пояснить. Я думаю, что мы с тобой прекрасно помним. Ты был в эфире, мы были в общем эфире. Некий под ником Ингуш Траст или Тренд, или не знаю. Когда я ему задал вопрос, в Телеграме был наш прямой эфир, когда мы общались, ты там тоже был. Я ему задал этот вопрос, ты прекрасно это помнишь. Я ему задал вопрос и сказал: если бы вы занялись своими, мы бы занялись своими. Ну, после этого, как там был еще какой-то некий султанчик индес, который такую пургу нес, я не хочу оскорбить. Откуда у него такая ненависть к ингушам? Ведь мы войнахи, как можно народ называть лей? Ты сейчас про кого говоришь, я не знаю, но я лей народом никогда не называл. Я лей называю людей, которые матерятся. Они не эзди, они лей, хурделы. А хурделам не место у нас. Это раз. Я не вижу, если Воксак хоть один раз сказал бы, что вы лей, и он бы секунду бы не провел бы у меня, я бы его заблокировал. Поэтому пока сейчас речь не об этом. Там просто пришел вопрос в этом, скрытый вопрос.
Изначально мы задали ему этот вопрос, знаешь, ну, я думаю, ты, если не помнишь, я напомню нашим зрителям, как он ответил. Он сказал, у нас немножко другая ситуация, мы не можем пойти, потому что у них есть... да, я еще сказал совет тейпов и так далее, и так далее. Он сказал, у нас совсем другая ситуация, если мы пойдем и скажем, то у нас возникнет проблема, здесь кровная месть, здесь паника поднимется, у нас другая система, мы не можем этих людей, ни Бузуртановых, ни Абадиевых и же им подобным что-либо сказать. У вас, говорит, другая система, вы можете своих заткнуть, а мы не можем, у нас другая система. Вот так он ответил на данный вопрос. Это, конечно же, само собой отмазка. Почему? Поскольку мы знаем последний некий наш брат из тейпа, большого тейпа, Хамза, несмотря ни на что, наперекор всем баталиям, по крайней мере, я не знаю, я опубликовал, я до этого, еще где-то год тому назад, он заходил, просил меня, он говорил о братстве, и говорил, чтобы я опубликовал, сделал ему рекламу, я 2 раза, кажется, ему сделал рекламу на своем канале, где он говорил, что он проводит чеченские, ингушские и английские курсы там и так далее. Я в то время, он еще не было этого кипиша. Но вы знаете, что он подвергся сильному давлению, по крайней мере, так везде, во всех пабликах пишут. Я только 1 раз публиковал, поскольку на самом деле я его считаю братом. Он ничего плохого не сказал. Он сказал, мы один народ, мы единый народ, мы братья. Из-за этого его подвергают жесточайшему давлению, по его словам, по публикациям других блогеров. Что он сказал плохого? Ни слова не сказал. Он не оскорбляет ни ингушей, он не оскорбляет ни чеченцев. Он не говорит, я соберу в WhatsApp паблики 1000 человек, чтобы заблокировать чеченских историков. Почему? Потому что якобы они вырезают из контекста ингушей и ставят туда чеченцы и закидывают историю. Но насколько должен быть человек имбецилом, чтобы такие вещи говорить? Любой человек, я без разницы. Да, бывают моменты в суете, когда ты можешь какой-то материал пропустить, там 1-2 слова заменены или так далее, или добавлены. Эти моменты бывают, не спорю. Но если вам директ присылают оригинал документа, и я это говорю еще с 2018 года, если есть книга, если есть документ, и там вы приносите оригинал документа, у меня было несколько раз, мне прислали чеченский воин, ползущий и так далее, прислали фотографию, это обелиск такой был бронзовый, времен Кавказской войны. Со мной связались наши братья-адыги и сказали, брат, на самом деле там не чеченцы написано, а черкесы. И предоставили мне документ, за что я попросил у них прощения и удалил этот пост. То же самое я по отношению, тем более к своему народу и братьям-ингушам, то же самое я бы использовал. Если бы они мне сказали, если вдруг у меня есть такое, пускай пришлют, я удалю. Однако таких постов, где там я удалил одних или добавил других, или же сделал и тех, и других вместе, из 14 тысяч постов можно, конечно же, указать, если и были такие 1 или 2, я допускаю, потому что некоторые модераторы, когда я им отдаю задания, они могли закинуть. Но они поднимают документы, не касающиеся вообще ингушей, не касающиеся их. Там был один документ, а я его не убрал. Почему не убрал, поясню. Там было, что черкесы граничили с кумыками. И это с компьютера текст. Один из тех людей, кто помогает мне материалами, он увидел, он говорит, что кумыки не на самом деле... я его спросил, зачем? Он говорит, кумыки не граничат с черкесами в тот период. И поэтому я, зная, что вполне возможно это ошибка, заменил черкесы на чеченцы. Один документ это был. Но он ошибся, поясню почему. Дело в том, что там речь идет уже во времена, когда царская Россия завоевала плоскостная территория, это еще до реконкисты, а это уже плоскостные, вплоть до Герменчука, этими землями обладали кабардинские беки, а с другой стороны обладали кумыкские шамханец. И со мной кумык. Вот зачем тебе, ингушу, влазить в мои отношения с кумыком? Тем более в документальной. Они не нужны по сути. Почему? Потому что они могли сами найти в наших документах какие-то проблемы, они залезли в мои взаимоотношения, там, допустим, с кумыком и так далее и тому подобное. Вот такие моменты бывают. Но, опять же повторюсь, чтобы не
ошибаться и чтобы мы не уходили далеко от кассы, как говорится. В любом случае, люди, которые занимаются подстрекательством, никто никогда не говорил с нашей стороны, что мы не братья. Никто не публиковал вот эти документы, все, что есть. Мы максимально пытаемся говорить, что вот единство, вместе, братство. Ну, тот, кто знает историю, знает, что это правда. Даже тот же Абадиев Идрис, который профан на самом деле в истории, ноль, грубо говоря, да, он говорит, до 17 века мы были одним народом. Он понимает это, знает. А остальные вот эти доклады, то, что есть, и остальные, когда ознакомлюсь, они пытаются вот этот Гордеев узел, как говорится, Гордиев узел, Гордеев узел, я не знаю, не развязать, не разрубить его, а наоборот его усугубляют, стравливая подрастающее поколение Нохчи народа и ингушского народа, стравить между собой, чтобы кто-то что-то сделал не так, чтобы оскорбляли друг друга, писали комментарии. Само собой, эти гниды никогда не показывают своих лиц. Это ярые чеченофобы, и я бы сказал, они и чеченофобы, и ингушофобы. Конечно же, это норницы. Они максимально подливают огонь, масло, бензин, керосин, все что угодно, чтобы он еще сильнее разгорался. Предъявляя, конечно же, претензии, опять же, вот сейчас до твоего прихода, я не знаю, ты был или нет, некий Таргамас пишет мне, говорит, вот ты подбрасываешь дрова в костер, разжигаешь на протяжении долгого времени. Уважаемые мои братья и сестры, я клянусь, здесь все, кто слышит, кто там, я клянусь именем Всевышнего Аллаха, валлахи, биллахи, таллахи, в тот день, когда перестанут с той стороны, с запада, с востока, с севера, говорить о нашем народе, о нашей территории, о нашей истории, будь я проклят, если я просто-напросто даже не то, что написать что-либо, даже посмотрю в эту сторону, мне дела не будет до этого. У меня своих, как говорится, проблем ворос. Поэтому мне проще заниматься своей историей. У меня очень много нашей публикаций, которые нужно делать о нашей истории. Кому это на руку? На руку людям, которые ангажированы властью, которые стремятся за счет ненависти к чеченцам подняться в политическом плане, подняться, решить свои какие-то вопросы экономические, финансовые, политические, играя на противостояние между единым народом или братьями. Это не тебе. Там вопрос был. Все. Да. Пошла. Теперь я бы хотел поделиться, так скажем, одним эксклюзивом этого материала у нас, ну, как бы материала. Это фотографии, так скажем, да. До этого времени этих фотографий у нас не было, сейчас они у нас есть. И спасибо нашим братьям из Аллах Вежишан Дейларейсхил, и он хада. Оказывается, есть Аллах, который дона уйга дикдуг уйлил швалилу что кудуха шбола Аллах буй цар хада этнадуй search инзер ссылтыга сражды вызпой масана вызы так Иракли кардава вызпой вызы. Это тот, который просил с Пантийского ущелья выгнать кистинцев? Да. Сидаха выгнать чеченцев. Да. Этот человек, не то, что говорил, нужно Панкиси, Болнохчи, Архис, Безболшан, Дуид, там много чего было, просто много в эфир не пустили, Дуид, на Насапесан. Там еще много таких ситуаций было. Давайте теперь посмотрим. Султыгов ездит в Грузию, там собирают симпозиум и там оскорбляют чеченский народ, да? Несколько человек сидят, прямо оскорбляют чеченский народ. Потом до этого он говорит то, что Нохчи, Алгая, генетически вежри баспо, шаю питандуцо. До этого шорт питнаш динацусагу. Вот мне интересно, что бы сказали ингуши, если бы я сегодня показал бы этого же Сираждина Султыгова вместе с Ираклием Кардаева. Вот если я это покажу, и то, что если я это докажу, то, что этот человек с ним братается, Мадардыч, это я смогу вас, братья ингуши босс, убедить, то, что эта шайка, вот эта шайка и занимается всеми этими подстрекательствами, провокациями, юпитандуш, шунтах доказать, да иду, или как вам нужно это доказать?
Вот смотрите, башлам смаалр и доклад нохши язенец, и доклад язвучайна, и доклад опровергнутие ца нохши чухалавац. Плюс к этому, да, и доклад ца амета афишировать динаяцер, из-за уинкариянию, модердите, уинкариянию доклад. Так, из открытых, доступных источников, а проблема просто некоторые, ну, докторы споджания, хайецы, чуждые, из открытых публичных источников, это определенные шума есть, так, мы законно нахдуй, это году, и наха, вахи, жена, хаусал, что вежи им дает, он охчи, что вежи идут, ой, хадабу, это вежи идут, это что, вахи, она, что сидит кишвет, о, бани твешу, арку, сразу же, Kuch wax kushu, diya kushu, guch welcha kushu, tuna merniets. Это что? Иш цуавар бешбу, что авбуль, иш цех орса нерниш ховара оло. Он ца разница. То если бог он тех ючдуй, бог он ештуй, о ал ештуй, олшадуй. Инз суна сейгала вежешкара, сун реакции из. Сун бакла бакдул ша сейвежи буй, хажа Мухаммад Алла, хажа нохчи кам фолкадош душун аридат, сун ца реакции из суавар. طبعا صوتي سرعة جنس جوجما واقع ينشي على جونها غلغة يقولينا واقع نقشي قوم دعوة دكلا ديازينا مبارا نيخ تشيشور بيش دوش باغدون выношенный чужих живота муж واقع. Ну это не Султыгов сказал, а Беков сказал. Я имею в виду, это же он собрал Башлам Хажан. Если бы он не захотел, чтобы это пустили. Я, честно сказать, у меня информации о том, что он является основателем данного симпозиума, нет. Врать не буду. Если у тебя есть эта информация, это одно дело. Но у меня нет этого. Что он участник этого симпозиума, да, абсолютно. Что один из инициаторов открытия этого ингушского культурного центра, да, это в открытом доступе, он сам об этом говорил и давал интервью. А остальное, он ли является инициатором этого симпозиума, у меня нет информации, Цундера, это не от меня. Я видел в документе, если я не ошибаюсь, а я могу ошибаться, я видел, где написано «организация», это Сереждин Султыгов. Организация, нет, это имеется в виду организация вот этого культурного центра, да, это Султыгов, Сереждин. И Жипаляуи, это доклад, Жипаляуи, он должен смотреть, что он пишет. Я не могу тебе сказать, что поясню тебе почему. Знаешь почему? Потому что он слепой, насколько я знаю. Он не может видеть даже, как он может дать добро или нет. Если только кратко, конечно же. Если ему зачитали... Не, он же слышал, он же не глухой, да? Да, слышал, конечно, слышал. Вот видишь? Самое такое, кроме Сереждина Султыкова, там и были зрячие, казахи, да, конечно, остальные все, да. Если эти люди говорят то, что мы, чеченцы, братья им, то они должны были сказать хотя бы «Цаю арарави, Аллах сабадил, я угам аляж, еши галды, цахалгат пишут азюах». Это что? Даже не идет сихалга. Hence, daar moet er gaan ina, als je целую цепочку охватываешь аккуратно, что ина багует трубу. После этого аж до WhatsApp групп наш есть, ezер лоуш бэч был на бац, ина лоуш арту юни, а цан тага итлашни, аж гой тарек, дуй, на даха итлашни, питон дешвик, меду, и цим тюшвик, меду, и целотошвик, меду, сунгир авючул таргамас баштан, ина васта. Шин выгодно должен, я знал, что дин дюйцон, машалла, иншалла, он so юг диавэж дона, ойхемет кшюйцон, знал, что хейтер вас его лучше сразу блокировать, чуда сразу ахвасар бедар, знал, что... А он это с Ютуба, он задал вопрос в Ютубе, и оттуда перенаправили сюда этот вопрос. Нет, и на вас он вышел, я знаю, кто это. Я без понятия. И что реально такое? هيت وشو نوقع وش عايز ايه يا اخي ويسكلا شو ويسكلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dal seydik görüşürüz. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Dal везил. Правда, могу лично. الحمد لله да. Что? Худу себя, можешь аж? Alhamdulillah, дигдо, бел гет. واش حنت واش بوش بونخ بي حنت سراج ديني تاقش بموز دعور حنت والله تار باش بيزم مادي من تار تخا ولد بارمي تاز باش بيزم أسوالا читана границы ли исторические هم доказать его ли عدد что خبر دي просто воздух сан. И поэтому чит
А дальше только амела, что кягат халдес, а доказательство. В любом случае, а дальше только амела бух больше халдес. Согласен. Аж буш по нагби, да Грузии бахаш, баш буш. Wallah, ашван большинство дел, на 90% ингушетия бозбо, кеги нагби. Wallah, рихтети царс бал буш бац. А решит, багит вовцар. Цехуйха, бях побила. Цехуйха. Ислам. Исламе? Да, ислам. Ислам. Опа, Хажла, я тебе один момент сейчас поясню. Ислам. Вопрос не в том, что Ингушетия знает об этом докладе. Аллахи, да, там не об этом. Это международный симпозиум. Этот доклад на 3 языках. Грузинский, английский и русский. То есть, и этот доклад читался для грузинской молодежи. Этот доклад не между братьями, ингушами, чеченцами, это на международный уровень выкинули это. Международный уровень-то ислам. Ажалтана хакият бас. Дабан ера фелик шаят. Дуй тарметти баш. Раскаш хакштол фелик шаят. Дабан şey nük abart biaş bula. Gürjüşni galaşni qi tabal bas huma eldat. Özri şey bart bi nokçi mahayır bi. Xodawan tsigiwan. İqamiyos diaşqılç, anokçi qam sisiz diaşqılç. Nokçi qam o nüt qalxırdina, nokçi taypna şoş borç atar, şey borç aşint ebeaqna, hardu vazdu hang duyçdu. Kerstol Gürji çündüçdü. Ya dünyada amel en İngiliz matxuqan düş. Aynı şinveşin yuqdar doldu wa yaxteliyorlar. Har gazgun ki yigina ve ya şi ezer ezer tiyano da'lat ashol tiy gerşu akşama yelo da'igin şey tane. Ve yuqi turbul şey yaşol. Biten yaşol yaşol gaz. Ter daluş mada şi ezer tiyano es awq maka. İdaigin İşen ulli ikhwatini et Gürjiş halqa qittina noqshi qomat buyuqal uyuchilcha buyuqal alcha sida qanal dashqilcha ya yig'oshqilcha wayni bi tsaqa hari shu tiga bol kegir qoshquni bi tsaqa hari way huma bo'g'ir datar tiga qito no tiga sardaq daga dunyana daqay daqbana masak dadu ichdoiz yo daqay qoshdu Finlandiya hawalin taqbu tapuqu Germaniya hawalin waspuqu hunyadin Tursiya hawajil waspuqu was hayalin shimishgi yutaqna Австрия реалин может худа мич худа балос бу ха нохчишни масала бас вайну qa тадar датер хилля я вай гош qiyat да хамавар чуван гош дистл дела эт я шухарс до патро харс до але гош хаз дистахли вежри сан гош кюглай вай гуттер та доза доч та доч айнер вай иш дало мич датери мич мадари ну да Doğru davan İslam. O dünyana mesela dakika. Üç bunyadın tuhabat üç nehçi bu neh genç şu halkı ina boğdu igal gırma taboş. İkam yaldina hadese de xenasta bu bozmaslar miyekşdin. Ha yani ikam yaldin idavana girmani. Hinç Gürciş iduytsardu dünyada amel kamu iduytsardu taknis duyis. Nicht da, والله da. Bakas. Biakbila İslam istilahat. Az İslam masi gadiyim, tut ham dastas. والله بلا داس نوش عادي أنا همواستغز ولا همواستغ عشان سيدي دي هو مش تبدأ لا بريميرنا لاها خير نو دعوة أنا والله دي أنا كم بوش حمدز إيش حمدز خود دات إيش لا حمدز دي شوش دات مش كمان والله داس طبعا بريمير مش على هانز تا اوبشن понятие دي هانز именно молодежи هانز خير شو там 30 лет خير да ما божим خير они уже понимают, уже кричат, что у нас примерно просто политические идеи, же примерно там просто они говорят, но حبوه بوش حمديها جديقتي доказать, что одежду камел багдия ждикети сун тамет генерация, и поэтому я их не слушаю этих людей, они вообще болтология, одним словом, дария, пенда, должен кеат халдес примерно любой амл, исторический факт или доказать идея, а это пример иштар, белгилдах деза. Так просто что он худ уже реакции ел есть примерно от сюда на время с реакцией цена от очень реакции ел есть поддержки есть там مش تعالج положение а реакции ел цена هم دي من حمدش это там تعالج نخبولك это уже все
ты потеряешься, потому что он хуас примерно. Шей, ханя кто мушталаск, что платит, тот и музыку заказывает. Оли, например, али алию, иштауала. Это там борт буш хамалт, а борт буш хамалт. Есть там, например, хохарц ули курби, нагасен хоббак ули ди хано. عبادر ضيعش دي هن تمام بريمير نا هيك بورت بو بوجا حد والله حيشد طلع بقدر نا بورت بيلا بورت بو بوش الحمد لله طبعا دات بحث عاش بخيت دوتش بطبعا حت واجاش تيباني انستغрам чуялчи ايش комментарии аз просто эй зинер да сказать то что я наблюдал что комментарий чуялчи то примерно танох шамуалыш кеди галаш хаму борт вежи у него ни фотографий, ничего нету, а студенты даже именно с анкеты, он переименован 28 раз, анкет, статистика, шей политический ход, иш даляш, да ол, иш таляш, иш ол, иш да вукжва, والله, там примерно, там хамиячи, там примерно целый шагилчи, и вадин, хажу лери ери дхаш лери. Шейтылаш нахбуцар. Но основном масса, молодежь, какие нахуй, цахборжи, какие чбуцы положили просто ужасно, для не авторитет. Это не авторитет, а хули значение придавать, ебать. Там Алансу, хотя мой, да? Ислам, хажасу Мухаммаду. نوخش نوح يغلغش نوح شي يحتاجوش شي يح جاي تتبع شو عن نير سيدي خيش والسجوات استج برشة خيتي يغلغش نا ينوخشنا قشد بلي أخي تواس تونم يدون أبوك أنت عجل والله بلا مش سوي ما بيحكم بلا وش عند والله إن سؤال ورثنا خلاص هم بيحكي بيشوا باش لما сон дагмело харцар ючу харсо да оказывается харсон бо бешбар я харсон бо бешбар вообще يقي مثلا زنقه وشوتسغا هلا قويشي صحهم بيحكي وشوتسر ما قويشي يحكوا ايش قناه ده شو قويشي تاع противоправные تاع закон دوقش تاع هم ديش واس قويشي обычно историю يوسف تاقيتهم لي وشوشي تاقيتهم لي وشو قويش قويشي يحكوا يشو قويش ابنه بيش болна бац شي почт даже гучи сразу до он сухаришки тут аж на бушкете то سؤال это году если цега архивный кихата шхилча цега он дага и тума хилч хует осо метик хилч например со цахамат ахарт свор элья и баштам цахамат ахарт свор элья це حاجه цабу хилча حوصل هر سو هر اسبو элья شي كيف شواد حواويزي yes أو هذا وقع بيتش بهتن خوش أشرط ويقول لا ده كان أشي يحبوش حقوات ما ويزي شيء شو يعمل مش سجويش شاوي واحد وش قيل ويش يسوي نخشي أول إذا يأتي سجبورش حجل حس عياف والنخ بي حس أنكيت جازج بوتشو هذا بولج حداث وسان سيازي ميوانوات просто интересно ملوخة دي خيته примерно ملوخة просто я знаю комментарий والله голосовой дي خيته не отвечает они خلوا анкет что حدا خيته там примерно политически ходят нахуй чтобы друг друга грызли خيته комментарий я хуже берди حاجة ديالها تحبقوش خير والله вот это анкеты вот бух حاجة دي خير бат он связь не уходит его нету но он комментарий написал وش السوقية حلوة إنزا
мысль да момент из своей личной жизни Эльховой Мадардич, из Телеграм, что уже личная жизнь Мадардич. Сочи или, вена цена восту, головует. Инвуш Алла, значит, не кютсон задамшин, а цобох. Так, цосон исот حتى يسأل غلط شو حجل بوق هو حجل طلعت يازو الشك شو نوقش بوق توصل. تاقص بوق هنز دقيقة أحسن صح حياتهم هنسوقي تاختيا ببخي أيتا سو إسنك بوق سن. تاقطع رزبي راح توق دري بوق صلي. هات أهوكم تحنت يستيقع بوق توصل. الرزبيريس وتسيتم комментаторам, которые нас оскорбляют бог сухайте. أس проблема بوق смотри. أس момент أخذه سين اتشوح admin ويقو شو مديراتر ويقو شو بوش وارصاد قيسون مديراتر حكر وصون إذنا وستو سوازي والأس بوصون حاجة وغلوة ويجرشنا يازن كمنتاري وموقع العياق كان بوصون شين جيني هاتسف انتر والله يعني он сразу удаляет комментарий حصبع и связи غلوة وري кантон он этим хотел меня упрекнуть типа сказать то что вот смотри с вашей стороны туда-сюда этого свало что смотри босс. Я тебе сейчас показал такой момент, я прямо при тебе заставил удалить этот комментарий, я добрался сразу до модераторов всяких, а я заставил этот комментарий убрать. Давай теперь мы с тобой пойдем на паблик Кистет, или там Херт Ингуш, да, или там другие паблики, давай ты, босс, вот как сейчас недавно я, вот давай ты, этим администраторам этих каналов, да, их попросишь удалить античеченские, так скажем, чеченофобские эти комментарии босса. Я это удалил. Давай посмотрим, как они к тебе отнесутся боссом. Он тут уже задумался и говорит, нет, смотри, типа, я не смогу оттуда ни один комментарий удалить боссу. Вот в чем разница между ними и нами. Видел? Ох, если харслушал, нерниц, бани, доуда диаза, доуда, например, хар башлама, нохчича, любовник, Россия, любовник, ши, юхгоич, эфиривел, غلغة комментс оставление, хору, модердицевый, хору, статья язури, еза, это уголовка еза, тони магим дац, это дюц, тони мекш дац. Даже не то, что будет самогенерал, нет, نوخش لسان دوش تو از ام او مگین داتس خطای عادت ازدن گل قدک دوش نخدو سنده ای شاید یقیت یا وشه پرابلم دارم если هو آور تحمل ریز بوچ بوی تو آور دیگ نیستی دارم دو 2018 год 2001 год дунда хадош ну ты шаде гедон книган язваш кеги язваш там уже директора целых этих колледжей говорят пишут комментарии нокша вежри рыбать. Куда это идет, куда это движется? Я например, суна халкую дольч, я даже не хочу, чтобы они знали то, что между нами это было. Видел? Суна весь ридол, что башламна, валлахи, уверен маусун, фаамага, а башламна ишту элюэр. Сун халкую дольч, урана, ясена, якечана, хар юадол, питнеш, сун гайд целя. Хар ихдухар, юхаржу, юхар цель, едуаш лег. Видел? Да, и когда один человек заходит в комментарии, да, башлама и говорит, типа, или пытается как-то упрекнуть, я не знаю, типа, ашхар или вож или бош, это надо говорить. У меня вопрос из новости, холбокса. Хажа, ваша, вот и, мы же живем на одной земле, да, в одном измерении. Это же не сказка Марвел, да, где там межвселенные, там какие-то пространства. Мы же сам дунем диама, да, его? Неужели ты не видишь суаур еще симпозиум, суаур еще годин, штамповать еще канал, язваш комментарий, просьбы подписываться на WhatsApp группы, где будут массово отправляться жалобы на чеченские каналы. И неужели вот за эти 7-8 лет, неужели эти люди не видели то, что
пишут нам ихние, Америка Аллах бешпати, на Чабиева, Танзила, Дон, Орстой, Качаник, Шубок, Шумшич, Ашу. Ой, Султыгов, Сираждин говорит, мы генетически разные народы, Бог, что мял дешу. Ой, язин, книги, гинзи, Дон, школушка, до колледжка, мы сами тарит, Бог. Хотя и запрещено елшня. И мы и башна запрещено, согласен, запрещено елшня. Экстремистские. Экстремистские книги, это директор показывает, что ты понимал. Директор, не просто какой-то, да, ученик, курсант, я не знаю, студент. Нет, это директор показывает и гордится этим, наверное. И пропаганда. Вот это и есть пропаганда. Это? Фактор жюдон, до чего на умастаться ошибку. Мы сама должны حادولي تعقاقي خزمت تاع نقطة تواخ وقالا سوداو ما إنزري قز ديستران شو كفر شو يدود شو دات سو оказывается أخو غالي وزات سيد واخا حقو شورت نتيو واخي جندون ديتي ويبو خز ساقا مويوچوا ساق إحدى тождоч кто прав, кто виноват. Это не будет, Дон, афишироваться где-то. Это мы просто между собой уладим, да? И это все завершится, Дон. Вы же потом не будете, я надеюсь, против нас Дон, писать эти байки, да? И все, как мы, да, сказать, но нужно просто, чтобы у некоторых людей появилось Дон мужество, показали лицо, сказали, куда они приедут, сели, поговорили, и все, как мы, да, сказать. А причина того, что они не приезжают, это отсутствие либо аргументов, фактов, потому что у вас шмалер хост горит улицу на достичь. Каймадец. Вахамилюс суверишь на это. Цубан, ажу, таур аз комментарий азирас, кому это на руку, обошлам ответ. Один должен ответ, и все, кам даться, кому это на руку. Если добраться до этих людей, если с них начнут спрашивать, естественно, факт еще это то, что они сами за себя не будут отвечать. Им дадут поддержку сверху. Почему? Потому что это выгодно, политический поддержка. А я же экстремистские книжки, там, примерно, берешь, я в школе лил, хану дозвольте, примерно, экстремистские книжки должен согреть. На статья есть сразу, чего у Швеции тюрьма, чего у Швеции лил, еще по закону против должны сам. Да, на книжке лил, да, ал, Аллах, аду хауагу, он дышит сверху дяди, который его держит, вот все. Ислам. Ислам. Мы все должны понимать, все, как говорится, под одним Богом. Я считаю несправедливым тогда приходить в чеченские паблики или к чеченским блогерам, историкам, приходить и говорить: братья, мы на самом деле братья, а они провокаторы, но вы хоть остановите себя, и немножко неправильно. Чеченцы на протяжении долгого времени, ты знаешь, 2 войны прошли, ты недалеко живешь. Вообще, и несмотря на это, у нас был период, когда нам было далеко не до того, чтобы отвечать кому-то, какие-то провокаторы. Лилась кровь, погибали люди, мирные люди, дети, женщины, старики. И это все происходило. Мы современники этих войн. И этого всего террора, так сказать. Нам не до этого было. Но сейчас ситуация изменилась. Сейчас контртеррористическая операция закончилась. Сейчас Чечня возрождается, строится 7-мильными, 8-мильными шагами. Альхамдулилlah, по воле Всевышнего. Альхамдулилlah, Аллах, по милости Всевышнего. طالج تركي خولي دوح شيء بو بيش طال والله صدق شو داس والله خذ مخيرتهم والله بالله ислам. Я это все к чему говорю? Сейчас, то есть молодое поколение, которое сидит в интернете, у нас больше свободного времени, допустим, это мое хобби, я занимался историей, но когда мы увидели вот эту несправедливость, мы начали говорить:
У нас сейчас мы можем себе позволить сказать, сесть, свет есть, нигде никаких проблем нету, кушать есть, работа есть, где это world басом. Все есть, и мы сегодня сели и смотрим, хока сакинчки, уха симпозиум, ноги ариш нехчи батиш, нехчи юбош, камиршеш, канбел, садеде хейнер нахбу, уж свой проспитан, туз он даол, саол, هنيادن كور بالكش آتيت أزمش مدوخ كتير هنيادن ويا أروق حياق دعياق خوش نوخشبات أقين نوخشبات إيران نوخشبات ورسخوان نوخشبات هنيادن هوشت نوخشبات أشخوي مرتان وليريك شعمي يورت زكر يورت أرجوني قاتشل تخيو وهنيادن سوليشن تخويت تسوليش ثاني تسعقوقش يغونكيشن تخويت تغونكيش ثاني تعدر داترغش ويدأق إشام يردك حق يشتوش إسلام خو مداتي إيش ويبوسوا بدو ويوجد تمسوا نقيت تخيط и полетит, но это асбокуду. И вопрос решить да диештек шейню кахдек даре. Цанкипер эцберти далу диештек шуду. Хюг масала бас, хюг цабаунаси. Ашеш шухинц кам республикёш. Ашмандайшу конституции, парламент киек. Ашеш шенюка. Баккачар маслаат дяш вай дацагваттой. Ашейник от хайник дацагваттой. Ерхейдер дацар. То ада сөйсин тхоинс масала асқейқам бо асчуқойс пост ага нохчи цабу қидек. Братья, готовьтесь, они хотят поглотить Ингушетию, из Ингушей сделать чеченцами. Валлахи, биллахи, таллахи, бас нохчи, галгаша нохчи бач. Дели дёш, дел он норбат. Етани ишамаца ющи. Они не будут. Почему вы вежели, вы гергал, что лучше чуть заглон, что кидек дукете он? Вы должны найти этот стержень инициаторов, я не знаю, Албагачи, Муса, Усига, Хинти Хамза, Велатига, Берт Эрьячбеш, Иштиш, Ашхажа Хашин, Ашуш Халгатетин, Аш Итамашер, Цеба, Истан, Твах Дуяздати, Твах Дуяздал Харим, Джват Луштеш Лутхо. Тхует жват малу эш не стати. Гуттер хат эшечеш, гуттер телеш хуёш, гуттер хабош хуёш. Таму жват дал мадиесун, мадиеси, харцою, малил биер. Иш да диештуй. Хаз ал диез, قيدك دا معمل سمحادو لچيموش اسباف مدار حاشو سنخا ديخش مگر دوتي مدول حامدول چيما ملگلنش مايا خطاب حسن دونل يحيوش ازديوش حاوان واخن ديلا وانيوك عبرتخل بيز وزري يخونش ليلوشش اش پرسياتشو اش نرنيچو اش حق خرسيكشو سا آل سديز حام وعنا Хасан Цапхиял Иттаве, я надеюсь, ты завтра не попросишь это удалить, потому что это в любом случае удалить и да и ряд киечер копировать ящу. Хунд эрче хонис вот эрче ходал кел алишу. А Бог вы везриду, вы бусулбаду и шайк заказью политический бая. Я понимаю это, но опять же и политический заказ дела шуц ахмае и политический заказ ас решит дадизи. Хацах асок чуахин сок эфиря. Ас хавудваш. يغلغي قوما أولي نيقل دي عيول اتع اموديو طاق نيعتو السلام عليكم عويل تسبينو عو قميلو يشيك ستاتيايو رجيغانيو عويل السلام عليكم أزدني سود عوي قرو معمزدني معمد دعوي قرو قوزا اسمونت يا قميل جدويتر دات يهم شليلو شخيج وي استوري يوچو سان ديكومنت داخ كارش دلاحا قوزا идойч сагалч сега идейти садетич дик дари но за вас хинс мадардича тацул хул гачи гол шабулу ой дог диес еркет адан дисхут садиес ой бузуртанок эрдагат садиес ой абади еркет дагат садиес сиражди кет дагат садиес нохчи цациг вол вешвац и дадиештега хайқалдош дюналдош эздебош юхюш бол гори он хой бой цардаван арюл حوصل شوتها قومادوی تایو عرش سایت واش تونیو قیچورسا بولش سوتسل دا ادیشتوی او ادیشتاتی او الچه اتقدوز نو بیامدول نحا تا تلفون اعتیاد ایو ساگه از خریو پریه خلی نرزبور کی هونیادین حقوق او حیوش وجه از خریو هر ایلا وجه ایلا اتراز دینسینیتو تیگع دلعبا اسی قوزع دلعبا اسی تو آورسی ابوش خلاق قوز ابوچر ایردو از پیتن دیدو تو دیا دولی تیگع دیدو از پیتن سخولیش هر نه قردت بیش
Gürji, Süli, Heri, Galgaski, Nori, Rumki, Rebertwai, Harnach Bürsch Aschboich. Jo, Ton şu vezri şu ta'du kha. Asmodu hoshi qamil bosh, бюрш. Хочу вечно говорю, что царба, мы знаем, вы один народ. Почему вы такие? Почему у вас это больше? Кабел дашь больше. Нормально бежишь. А нормально больше, ишь аш больше. Яй, давай. Чуту анохчи. Давай волгай. Чуту анохчи больше. Ишь пялчи больше. Ой гоуши и шамелил бюгла халаяхкен. Шо бюгла? О, да, о, вук, та бюгла. Аш хаол, ой, нахал дөл. Ашлук. Хахауз. Кард твах больше. Аш. Я дал гергали инстатсис. Я тана агур инстатсис. Я عادة نيستاتي يا ازدلت نيستاتي يا مزدلت نيستاتي تمام اغور دوش داتي نو دقيقة ما يبغى كده حاول افير حين صار ولا حاول اس اخش لليوم شو ولا يا اصلا سين لواحد تحقق هاي ده شو يعني ويسكل شو انا حول خش وقي دار مغلا ازر ناخن لا دوا ده اسلام يحيوش مو يزن قونه هو غلغا وهون ده شيء يحجيته واحد شيء غير خز ويسكلا واحد احتديك دوبار بوش صحوي قواتهم تخز دوبار بوش صحوي قواتهم از ده قدرت انا مثلا اسوق شو حيت با دشي غالنا شخليل توزري غلغشي دشي دتي سون خسكي يتردو اج بوغلا شو يا الخيش اليو غاز شاما يريو يتي يبواشا يات يا معايا قلا يوشربو حون لا احسن لا احير بو غلغا ايش ديك باختو سو هدويتشو ايغاز هدويتشو سو برت خليت غاش و تكون خسكي يتردو شو ديك خلش بوش عشو تأتسو إيال ما قالنا أسيتي حقيقة عشرة تجاج تخاشيني جيل ديردو يا говорю, если у вас будет хорошо, мы будем рады. Но вы хинт не стали. Зуди алинчут, а что вас лайс касти? Орши шекерта хай ислам. О хай керта ашвала, со секерта ашвала, асубахе. Дела ислам, секерт нехш макрис хар адуква, гвеши, шива швара. يدوز يما حار يا كيف حمقلي حارحة يا زودريش بوشين لدوش حسوتشو إيالي سزوتشو إيالي بوش دوشي خز ذات إيقام يستريش وش شوش ويخوش هورمو شكيرتح بورشاوش قال مع أولش شكيرتح دولدش أروش السلام عليكم الغوشي مرأيوش и праздник дала и ты дике год дала غوشي تيوش إيش عايوي باخوي и кему дать обоштег. Нормально радич, нормально маттаха, та история. Ама история, талам бадуйловой, если мы начнем говорить об истории, ну извините, 70 лет мы вместе прожили, эта история будет общей. До этого Кавказская война, когда была, если были на одной стороне, мы были на другой стороне, такова жизнь. Но мабахи шо яхкел сюли чо хуйга шо яхкел сюли тяхи тиншаш дай итина шо нахят бов абиада цапартию а вольф парти дайган ташут арах би урам бу имам семили арах тундук диешо сюли бов абиада яшбу ва иш мухул о церца дват халиличе сунцани туамбиче то яхкел сюли шан тяхи тин хул ятара хадел ду бов яхди ячхул ашаш дабана Совет старейшинам ЦАСУ, один из самых уважаемых представителей соседнего народа, поехали из-за чеченофоб Кыбештаба, у нас 4 улицы в честь имама Шамиля, мы братья, мы мусульмане, бош, камедешу, сунам, ну, дачей, ну, братья шхилашу, но так хон мадиатиш, хунядин, шу церц дозна ашду, шу церц инду бош. Та позиция хилца есть таги. Та позиция. سوقشو قوز دي أزهري بأكنا إذ محمد يتياش دوك دورشا أو خاستك محمد أستعيلي пока будет вот этот вопрос по пригородному району, мы всегда будем на стороне наших братьев. Асигитер даулш дусерги. Хунд элча илахта галгаши далах смысла бахасам. Испорно далах и дитин далах даца тхотхай галга вежешет эхвахтин. Но шунюк ахбарт хрш трудик хиетер дар и аллах асерг. Имой рези васаром. Вот. Ахи Алла тахка резбат. И хунд Алла бо. عادوتوا أقول عنس عملنا نجوا دوشريونا نيزدا عياغر والله بالله بقدر ديجو سكبي هاس برمير سون بقدر ديس سون از بقدر معسكا ديونا خلد لي بريناتي معسكو برينات دوس تانا عشور نفس عساس دي هيتدوجن برينات نو بات
царик и бац. А меня штепани борт би без бож бац. Меня царче борж царик и борж, которые вот сидят, эфир делают, царь шелили, даже телеграм-канал шелили же, у них есть приказ, дел приказ. В комментариях живут, ислам не ищи третью сторону больше, третья сторона, одно очень, адл дон, третья сторона. Та адл дон, асхамдадда, адл хуавер марке. Адл да аля, что адл да алу, жди халия ди шнирже, это ж нагият. Это она, мучтеб да, сам ады, в любом случае, мечтеб халара, единый калтмацидара, дихете, сун эгдер гергел вори, удине что должен, адмуштикеде, сун савош нохчу кете, хада хуатсун. В первую очередь, нохчу гусун, а там уже потом уже остальные, я не даху не знаю, не интересно мне. Ислам. Эш, ты стал кете оч. Да, от халасе, что от тебя цаи языш, кете, сун лично галашься гергел эшдат, и модайлы пусть обратаются со своими ненхой гири. Ажул, حين خوضك والله بالأصحاب الدراسة Ислам, собор дела, самое едно. Хазал, хамила валах, кто бы это не написал, одох вахак. Хаза, с исламик цабах и язин чумбас. Хюга, брата цади цабах самдаш колгыш сани. Хюз гергелу лилди цабах. Лилдах цалилдах, царь, ни тепло, ни холодно не будет. Это твое мнение. Но это твое мнение не нужно транслировать, всем показывать и говорить, что это массовое явление. Малилди ихум, что духдахаш, нохчи валах, нохчи мат бюч валах. Сунчул дика, цаль лириндол, из масла бахас. Ингушки цеяш, лириндол, хумш сунчул дух, хохчу агиншу цаквац. Десятки, тысячи генасун. Но и несмотря на это, сун-сан лички чухабо, дирекчу, санени савилу саде ой хаметтигитна, цадавачу. Сун-сан ижбарик хабаца бейша, дуня анда цастакл бейшвацер, масла бас, я иш бали, иш я сюли бали, иш я гунки бали, иш он бейбацер. Но сона, цаумха. Гуаник дюйци, бюоник дюйци, ища дюхара лейюш, эзди бациш, лейю. Да. Но сонд иркин ваш дуй, сужим вашас, كيف وقت مدني است دبني قيته سبعين وشح الجادش دحوتان الحمد لله ستيلا الله دير مقين غيت بيوقع دحيت زبيراي сколько хочешь забирай но ас дал халгат ценхил дa'alla ما يت سبعين وشح شو دوحكو ديردو شنو دوحكو ديردو ما يت كان قيمتنا но все равно سارديش تصنديره سرسجتيش إهما تصبوش هون حشوي أنا مصلحتي حقيق وش كجدوي حقيق وش دال جرجح وينيس ذات إدي حد تقوده ويعادة تخيل ذاتي ويكجدا قودين وشا ويساعدوا ويحويس ديس هين سوقو بوشك إس إسلامك ألغاتشون أو روسو أحييش يلاعي وش ولا تأسون شو دي آخر درسه شون خوش تو هم سهوش واتسا نو إهمش ميازية ونقشو ولاحية نقشو يلاح هون دالشا ألدو دوش حقات بايا إتوست إيتوخ هون قوشون إسلام إش نرمالنا ورشع ويسخل ورشع تشوبل تيريازو شل هون يادن مون يادن الدعيدو سعيدو سندر نينادا تاكوستيسي با سيخ ملوه إسلام سبوخشوشونا خيسا نو أسام إردو إسلام صحيح قدي تسوندات потому что وي تناولنا ديادو он дерес خيل عبوچنا قياتا در ولا هون اچ سون سل اسيوت اقبا حوغل چوا ولا حوغل ولا سنوق چوا ولا سون قان كيت عيدل دايتله حوغ چوا شامل دول هما دايازوشتو فيكسير وتديشتو احال داشن جواب دل ديش خلق چوا تر ده تر ديدو تون ديره سون عموما غليته سلا يس حسوش ولدير يس محمدنا شو مسوي بوسو بدوش ويصعبيج ريدو ويصعقاندو صعيدو يهم سدويتش اس تون دير بوشدو اذا تكون تاعهم خاصون سونا والله بالله تالله الله ديل تستدوي ما بوسا هرب والخبرن يهر Кирч дагоч опровержениерн сунс хамдас саапаз ахшуштат единственное из Булла инсан гуш юзятас он прикреплено ал гуш что он шилу чу бисмиллах ал поддержать канал целой
И то ничего. Все. Сумки спонсировать весавать. Мухаммад шершер жуаплурду. Хуна ашу шуастык цаесом. Ухахошин, проплатить он не один дюал бабыш. Никто ничего не дает. Но просто харсук ордена ислам. Цундера ас туаха киет, ас уже потоваши кидех дит уштат. Ой дабо куду. Цу агора и само сосичане ку агорам и сектадон сразу автоматически. Но цан агор хай хахюк шмуах бол шет шош нех шоша и дита не истат. Но херхинс харц игер шоки харц игер шоки. До ких так шоши гасқи эсю қайол. Қириги асан боштек ба хавах кина نقطة شنو غلا يعني قي ورقي بيتان دياش عشبو سان حلا يلي شت عشيقو غورن كزيليو قي آل تهم دات سون دالچه بوسو بشنا اني قي بيتان دياش بوش شنو شنو قي بيتان دياش بوش سحن سيميانا خني قي بيتان دياش ويم غوشي قيتر هرو مش ما يحس ويم واحد بيوتشي يحسوش يا اورات لامز دياش يحسوش تعمد دات سرتاني نو وين يقع دور بيتان دي علوش بوش اوي لوزيتش دول ويا وي مش دول وي عوضه دول وي جيكتي بيحكي بتسبيز وي هيري بيحكي بتسبيز وي غاسقي بيحكي بتسبيز ديل دعبات سير بيحكي كنت بتسالي اسرعك اسلام وي دال حيقل الشبع شلك ديل ما دي وي خل سديزر تاري الحيقل وين تي عليه لوش تكودو خا اي تسخو شكل وي دو عوضه وي بيحكي وي سسوديش دريس ايش يقدرش بسوبر دار يلوال غازونكي اگر شوك يتياوه او خيره حق اومن بول وجريش دالي اسوات اينوش دالو الا ليشير تون با اولах бишь бар кибек была гюжис гергалулеру гаштой построить культурный дом и так далее и тому подобное, пожалуйста, никаких проблем. Нохчи не против. Но нохчи цагош. Хидек цагош. Илат наш цагош. Ададити. صحيح بو كدو يحيغو دولة شمس سسن أرجومين شوشة أس عند عجوة الرقم إس جيت لا أحد عجلا إسلام سانسي كنا صوب ديلا Что ты пагл бериас никтер диан. Сан фасалуш берг до ала дюну то дуяна. Цуцане дюну усвала. Амала олесу дюну усвала. عجلا إسلام عجلا عجلا بابكو شوون إسلام شوون ميالتر هر بابكا открытый доступ يونر открытый доступ юрисконсультант орса программе качуа юридический. Каждый документ, акт, постановление, отправили письмо в Москву, отправили Медведеву, отправили Хечему, и лачствон хадияр захар, и цунак твоих заповедник эйтхар, ночью шабьют, он был что он еще дек. Я целый, одобрить дахара. Чеченский парламент, ты правительство кияч, а то... Это сволочь, букулатура, свяхдуи, хунду. أسشوال خو أسدياش دو ملوريزا بزرتانا وين ساباش سيجار كيبي واتسيوش كيبيش سياش أسشوال صورة سبيشاتين هوكسن دنا تأتي شلا كيش واحد يحكي يبغى خينا حادن عجل هوكا هركي يختو هوكا كي يختو هربا سويك تها بروبلم خلق سيز ما باقي سويك هند أشي أسبو كدو خرجوا حمولي لنا ديك داتسي دعوة Güz için ulle واقعنا منيادن هر تيجرش كيشير هو يوتسوش ومش ulle خيتنا شاش حيقدوش تيمبولي إسلام السلام عليكم والله بالله تالله مثلا سو أمريكا عاش يا فنلندا عاش يا جرمانيا عاش والحالة ليه أحد يحكي دعوة نوتشو ألزدات سدد يو اتمخكره Грузия вона, ногчишен дехал декладия, дели деш, делах, я амцасу сусейсах, я тадр. Мне самому было бы стыдно это сделать. Почему? Потому что, ну, какова должна быть наглость, супер наглость. Хайкистер, ахчедуахтин, Грузия качал, сдавал. واحد جيربالير فنلندير قيشن أستري الحاوي نوفشن ليه просто им в кайф ногчи си да баланатики выступить бы. Мне бы не то, что это, мне было бы лень просто скайп алалатин. Это скайп чувак, амел да яхи это дерсон.
Потому что у меня есть честь и достоинство. Я знаю, что ни Финляндия, ни Америка, ни Германия, когда принимают политических беженцев, они принимают в первую очередь людей, у которых была война. И я знаю точно, ни Хамарское, ни Беков, ни Сулумбеков и ни все остальные, никто не уехал в Европу в 92 году. Это я знаю из тех людей, кто выступал. Они уехали после начала Чеченской войны. А значит, это автоматически, пускай хоть из этих 3-4, они сдались как чеченские беженцы. Даже если они сдались там по-другому, проживающие в Чечне из-за Чеченской войны, тогда они сдаться динеца. И дин хилч. Хай от ин хай беженец ваш хуек, цыганов чуба бостег ваш хуек, байрак хал и бостег ваш, ходавани. Хай беж хай соцпособие, хай часерано текем диашвоси хушту. Да нох чечен писурик саязяш. Живи, хай харчишуш, Deutschland, и хабур. Все, тебя никто не трогает. А живи, до тебя дела нету. Ходаван со 71 года, 73 года, Галауэр, Сюек театре, КГБ, но цаад Галги 20 олитер бахцо, Юх, Цигажа, Камел Дашу, Ислам, Нохчимата, спектакль шхейтюр Цигабахцо. Сюек Ара, Нохчимата, Галган Юка, Хугоуши, Цакия, чудесный шлюй, разный. Шадик замуат бич свой. Нохчимат бич, и автоматически Галги Матахца и спектакль. Бягу, Олагу. Хадеса дехена сагуй кадман. Вахен гюржимах, вахен. Нам в советское время не давали в Грозном говорить на ингушском языке, ставить театр, кукольные спектакли, боже, камел дэшу. Так, сосокьечвац. Ладно, флаг всем. Содавану со политически беженецу бахцу шец, ава и сейчас, вялах шуе, вялах шуе, унядин. И Гюржи, маэльна газ кыштаны берт гурбу. Больше не надо. Хундальч, цанагу бусул bunishbu, вукар бусул bunishbu, массу агор и Гюржи муак, ца Армени Грузии йоцег, гуа хайол почалкша, шайк бусул bunishni слышу. Цера, эхва, цера обратиться, да, мадардич, газ кибец, цадавац. Ботлик дисуй. Да. Хана, царгас кишборт мобиня. Авел ассалам алейкум. Данниш халайбал маэльна цер шамил услуз. Хош баркош эрдалуру. Так уазик хам кет орю. Гиви кет орю. Я назрани орю. Дери орю назрани. Цун дери хай. Аргаб күй дар хун йеллюл. Цун уэлаяш хай багра оле. Хай ламаз деш, хай вежриш сани, бусул вежриш сани, бусул динлилваш, хай яло шик дайочеш чу. Хай някбил, خدا دي بس تتما يعني خدا ده كان بطنش كاتسايج أصوات بالموسر على عيه أنت اللي ركيوقي ونركمان صوتيه أنا شيش صوتيه هور دينا دين بخيالستك تسويش أوارش بيرش دويشلو نوختي تحقير بال خونيا دين سيسي احتل حالة بول ديل وان قيل برام غور عدو هور دينا جمل والواشولا معسك وعويل شول أوارين قديلو تقيرا بال إسويتا فوش لحساتر ولعدو يهور دينا بخيال قونك وعويل لردو سويك خاتشي سويتا فوش لحساتر ولعدو بخيال غلغي قونك وعويل شول عملية عمدي أنا بغضق سعوك على عمدات أنا بغضق عدوتر وشا فتشير وشا درس هنساتا وهقمع دين شوكح قان خليل إتان خليل قانع خليل إز حقيقة سوازي والله باش تعمل شو هقمع هندني أو تساق خوش لو هندواني راح تساق بيست هون خليل الله حاجة تعمل قطي يا تيبا نا خليل إش جيس عسوية تيبا وشرو خليل إش ملة خليل إش بيل عيات سوين يحوغر إش بيحك بقبيلوي خادهم تاق شادقي تنگ آغور ليل وشتو إش شادقي تنگ آغور رزون ألي وإتس بيتنان دوي وند أجتوخنا حقوقشوية إنشان عوية تاقو من سيدي قيش مدات وتاقو ليد كيوش دات سوي بروش دك دويش مدايوي دوي تاقو غلو يقو منا
восхоревшие, я цалаху дошума дуют да свой шункете, просто диалоги, что если эти люди недовольны тем, что ты просто тут провел диалог, خابق قاعدنا إن إنه بوي شنو قاموني أحاكيت الوقت وش كاش كيت أو وش إذا صح أصحاب تعمد أصحاب إيش بيحكي شيء ديان إيش سوسيازي بيلش أساس قمة عنديات إلش ديان أسود هو أساك أدر أصحاب زايا غرد سقلت داس شدوش داس سسامة داس ليش سيمنيني سين خيط ريس ليش سيمنيني أزي أزايا سي позиции أزايا любой человек должен да أصحاب أخيات حلقة ياخد خيسودينو وش ياخد نوشي واتر ويجري بات ودين شو الله ديم بوس بنخلا بوس بنخبوه ويجري خير نوكر وش عميكا شو نوكي بوس شو قبات على زي شو سيلي بات تشيرسي بات تبغ بات İslam, vay seyki o şundu karteloş, kazimo seyki oş. Vay saderdon vay derman inşallah rahman savuzri do salam. Vay diknik dütsi oşaka. Vay diknik dütserdu. Vay gunik düts hausi. Vay asondagaytin el papkın tabiyat işi pri yusa oştu. Vay akiri da kubej. Vay kiyaş do любой бес дагай хока хар ела хока вожа ас до иш датсон $3 комментарий яцон асючил реально шей батвашо шей элла дош була бос но сона инс машаран вожри хларитер кюк хақи дошхаш хеги хумс дитсон сала ислам حبيحك بس يا понимаю просто обыватель о цанники ахбо худу ويجري خلي ويسع خلي حيجري دوت خبوش او حط خوش بوشتو تخاويك قالهم داس ودا دقوا اخوال دا راح يك تليفون تو حيك سوازي ولا حيك هم سال بور بلوال حيك هم اولي حي ما خلو ديجا تصديه نو ديجا تصديه نو تعم حين يحشلو شوم خلي سونت اير مدحر حين اير قنواش فشت دحور دويخه إن شاء الله. لا أشكون كعبة وشي باشلان سالات حماس أبسولوتنا دي سوقع مقبقش والله بالله أبو الله واتشن يعني سكا دي الله واتشن الله فرميس مديسيا سردد وش حمدات سو ولبوس الحمد لله ده ما بيشتغل تصدق صار تليفونته حاجر جر حنانا عدا شامل وطيب متى ضاخي ايوه هندوانير شوتشن كانت يعني يوسيوغ حياتو وشاد عيا حاره وهوني ادن اس شو انشن دوين دقيقه بيش بمسير قلت да что хохчуах незнание закона не освобождает от ответственности. Противозаконные разговоры не ведем. Разжигающую межнациональную рознь не ведем. Исторические разговоры, пожалуйста. Юмор, пожалуйста. Братство, пожалуйста. Любовь, пожалуйста. Ну, любовь там умеренно Бог дусе. Вот. Остальное вне закона ничего не надо. Цанна день хунд дальше, когда есть совочевор, хавочевор и сахалит, чтобы завтра не постучать. Но 99 случаев из 100 ислам. Обычно на второй день или на третий день звонят. Или пишут директ. Братан, Адель 2 видео Аяхара. Да, обычно так бывает. Не знаю, если мы уходим от Сасон. وين يا تجدين انستغرام يا كونتاكتي فيسبوك تاع يدوق مي سايت جيتي يو بايبورم دات ولي قيسير سايت عش اوتي فيديو والله بالله دات اصلا ضايع سوسي دشتر واقف دي خير سوسي دوش دي از دايان دوز والله بالله واقف سوسي دشتر دا اسلام سوسي دي از دايان سي позиции يوسف ой, СБО Гуду, чтобы ты понимал, инсоюз трансляцию в Инстаграм, чё. Параллельно лил YouTube кечуню, Ибраим уше Германия YouTube лил. Сара сюгер пурбдахкан эфирейт эл. Ну царт влияние саяц, они сами себе хозяева. Аручуян локстег, он сам себе хозяин. Если он сейчас записывает эфир, я не могу его заставить, я не могу ему ничего сказать. Это его собственное желание. Хочет он оставит, хочет нет. Я хочу, чтобы люди понимали. Поэтому, если ты заходишь, будь любезен, говори красиво, говори культурно, чтобы весь мир, когда тебя будет видеть, покажет тебе с достойной стороны. Ты себя показал с достойной стороны.
Поэтому, претензии сейчас свои. Но мы просто пытаемся уберечь тебя. Будь готов, если вдруг ты имеется в виду телефон, ты абан, занявер, не ты физический сабан. Сундер хондерес, ты хахатер дала ислама жуап лурду, да, цаха, когда по истории продолжим. Хатер дас, цама дас. Весхмуч Аллаху диону, бо кот якыл. Амин. Весхмуч Аллаху, вейник и бужу, борт дионч, обол. Амин. Весхмуч Аллаху дион, жгерзру дион, Аллаху гяни ахир. Амин. Амин. Далдик из беком бол шамаснена. Дерез olan başa çuvarına. Dерез olan. Дал эхту бол. Асеребах. Так. Вышла. И цахман جربت اللي تحصل نشوت أخ شلوي شو فينانس ونعدني كروش مسونس كزاجة ورأس قول له ورا عنداس ورا عنده دي شو حدوث ده هذه أنا واحد لون ديك دي لون ده غيبة إيش شو صار سيدا رياح حق تمارك والله يا أخش ده جلوي متصغي أصلا لو كان قيت يا وش ده جدك ده مسون قيت يا توش تو платит قيت يا Son balık değil. Son tane yersteniyat, садана тиатин. Yersteniyat, ну да, это другое пошло. Кеца. Ну, асвакинс Ибраимина шалшерха. Обычно Ибраима инс YouTube чуали шуцунха и донешн элерца. Ибраимса аси тхаши фотоаппарат яца он хазрюк Mac 3 о шерцоин инса уже Mac ну, который можно хорошо снимать, телефон целилош. И есть Арвел свой Ибраиме. Короче, очень дешь, ты год 1600 евро до начала войны, то есть. Ладно, иду еще, лахает. Это, что дадели. Какой там? 600 даже, о, что говорите, ладно, идите, ошимо. Это уют, короче, MacBook есть там очень, Арвеле, прошкяци. Бол, дикхарьер, кенчки, азок, дик, материал, оштуа, тут сажимас. Аш, оштуа, дорвешимо. Так, когда кегу улюле. И вообще, Ибраим беспал, пошла окаба, ой-ой-ой, 600 евро, бау за юкс, 600 евро. أول هذا إذا على هذا دلته عشان إيش تبيه العادة إبراهيم قلت ترى إيه ترى خينا حاتن سوينا عن شو ز سانكس شو يا أخي إيش مويو أتيتو شو حتى مويو дали 50 евро, 100 долларов, Оля, إيش تحيش هو но это имеется в виду, что дали не сегодня, а за все время, как YouTube создали. И архаишься. Вот чего, лесо. 100 евро, 50 долларов. Ибраим, он 100 евро стоит. Да, алхиллагам خلصون ما تستخلق يوروبي سوينا يجريش سايم دنا تياكتن خلر حالد بس ما حال يحكي ابراهيم بعد اول بعد ما تصدق اس برنامج نو دله ولا انا خينا غني تشتوز بديوا ابراهيم بعد اطلع بس ها افيري بقول ناخ 10 بون اور افيري 100 دولار евро стоит наш туда-сюда. Салало вообще салало. Очень محمد هون خزة أساسا نو خزم مثلا نوعنا عيوس بينسم هو شو ما خيرسك تون прямой стрим شيء تون خليه توني دожди до تا пермир تا شيء ورق تا بكل شيء تا блогиш букча оппозиционное шоу хайрка короче. Ну, еще не столько, да, прикольный, прикол, оппозиционный был, а лучше нравится. Теперь стримщер, у них стримы шли по 7-8 часов. У них на стримах, ну, Навальному, он собрал за один эфир, за один стрим. А стабильный, он игровой стример, стабильный у нас, там-то своя тема. Там люди больные этим живут просто. 3,5 миллиона. 3,5 миллиона. И они потом показывают, они уже показывают, ага, 3,5 хакара, 600 тысяч. Хагой, что шел в эфире, кресло для спины поддерживать, я что, да, с блогершем. И цицу
Короче, компьютер наворачивается, и по экран хватит, полный режим халиты, бакалов бьешь, мандардич. Бакалов ацер, санайна бьешь. И экран хватит, зеркало, отражение, ролик, чувагир, причем маковские ищутся голцара, моноблок шолицара. Короче, компьютер, шайки. Еще хейтен. Прошло 7 лет, сам моноблок есть, хума стоят. يا أخي ترميت بس كريا أنا اللي بيسي ستور بلا بعتهم هم كريا ودي كينش شاياشي إنساس حاجات كتير إدويتش يا حال تقول تريشونا كستاتي حيورت كوتشو يا إتنيونا يورتكو أرجنيستو ماسون إيش كينش كأنا وينا خايتا да эпос чеченский гор Элла Заурбекова Асия теория Галина Олшов, кандидат исторических наук, доцент Чечено-Ингушского государственного университета имени Льва Николаевича Толстого. Ищет кинчку, хохлюк, абайнши, тейпниши, чога, нохчалахи, масала басна. Инс хейлах, нихал, зумса лятью, парсенуаю, пожахью, нагай мирза юртю, оки, аки, ал ю, пеллинг, ю, садой, санд, халкилой, тейпнуш ляти, ну, баш яцуш. Ну, вот такая вот книга, да, лаха, война, задунати, ти не пой, вышу. Штиал, да, саю, ал, Esam alētaga, nāc cik iekmēts un finansērunie hādž mūkulu. Finansērunie hādž šai telefonu cenes nemāties uļots ar lielu vēbēc ar htietu, ankur bēr šūdot kokjērč htietu, lēmiš halāvoli don, čūgušties un hulties un būs htietu. Finansērunie hādž šie monopod hulīr, ja do DJI halūd šo štatību hulīr, ja Sony ASM, хотя бы ASM камер hulītā, قيمة صحيح حدو لنتع وعدو يجزكون دون خز كاتشستن 4K 3K داخل سيرش كلها خيتيو اتسعي انستغرام شو خيتيو زكون خز ماتيريال كلها لبوينز او يشل هر افير تسام بولي كاتشستن خير خيتيو تدو راش لاري that's in neto تكو خيتي شاردو صوحن بغلق هلاي بشتان ديلا سمامنت بتا خيتي خايا اس بو بدو خايا يا حميت بالحاره ошоку сон оуш тохлоца асефир ирил шячнедес, потому что я знаю, сон просто я знаю какого это через час, 2 часа в зависимости от трафика каждый раз вставлять туда 250, 300, 500, 600 рублей и обновлять вот это вот счетчик, да, я это знаю каково это. И я даже сейкисан хаши я бы, ну, солнца, если монистудер. Поэтому уж он вот так кадеда рисхал, спадаю голову урду. Мастер, ты Лена, саламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Как я и сказал, продолжение нашего, как говорится, дискуссии, диалога. Ибрахим, если есть вопросы, башлам эфир, ей твол швацхо. В чем-то есть правда твоя, Пагалбери. Я понял, о чем ты говоришь. Ибрахим, если хатта шадает, какие бы они ни были, главное, если без мата, YouTube чурхатта шадает, и если тебе не трудно, скажи, сколько человек сейчас в данное время в YouTube, чем они недовольны, если у них есть по докладу вопросы, пускай задают вопросы по докладу, чем они недовольны в эфире. И я хочу в своем эфире, поскольку сегодня поступила мне жалоба, конкретно имеется в виду в WhatsApp, меня обвинили в плагиате. Я хочу довести до вас, чтобы было понятно. Людей, кто занимается блогерством, пока вы будете писать вопросы или отправлять вопросы, или мало ли кто-нибудь отправит запросы и захочет поговорить по видеочату, я хочу, чтобы вы понимали разницу в плагиате. И вообще, что значит плагиат по сути. Обвинили из-за моего ролика, который давно уже есть в интернете. Вы знаете, меня пригласил к себе в эфир Нохчи фильм. Там
такие вещи я обычно, как говорится, не оставляю без Ибраим спросил у Башлама, куда делся Магамба Расул Алиев. Я не знаю. 150. Ну, в Ютубе, как всегда, воины сидят. Я, честно сказать, не знаю, куда он делся. Я не регулирую, кто приходит, я с радостью всегда принимаю в эфир и не закрыл. Я точно не блокировал его. Я только обычно блокирую, кто матерится. Ну, вы сегодня видели это. Обвинили конкретно в плагиате. Ну, грубо говоря, да. Имен называть я не буду, причем вполне взрослый человек. В чем заключается плагиат? Есть видеоролик, где я говорю о предках, об адатах. Вы видели в зеленой форме. Я у Нохчи фильм о Шулаве, Амад Бошу, Вашева, эфире Вошуи. Цюна Исавырис Кюб там 20-секундная. В этом ролике говорят, что якобы я сплагиатил, что-то взял у кого-то. Я поинтересовался, что я взял. Вроде я говорю своими словами. Я не зачитываю никакой документ, не присваиваю чужую, как говорится, не имея за собой авторского права, там ничего такого не сделал. Форма я, передача, приглашенный, это подкаст. И вроде бы ничего. Оказалось, дело в чем, если я правильно понял, есть некий Яхиханов у нас, да, Руслан Яхиханов, который рисует вот эти портреты наших национальных героев. Ну, конечно же, я сразу связался с нашими братьями, имеется в виду тот, кто занимается блогерской деятельностью и всем остальным, спросил, а разве у Руслана эти фотографии запрещены или чтобы они созвонились? И, конечно же, спросили. Они в свободном доступе, они никому не запрещены. На каждом чехле эти рисунки, и, в принципе, нигде под ними и не написано, кто автор. Но все-таки они в свободном доступе. Никто в плагиатстве не может. Почему? Потому что я и не называл, что это рисунки мои. Ну, предъявили за то, что якобы кто-то, когда там идет ролик, они взяли в конце, добавили ряд фотографий у Шурмы и остальных национальных героев. Я хочу сказать, что прежде чем вы пытаетесь кого-то в чем-то обвинить, вы должны для начала поинтересоваться, что значит слово плагиат и каковы вообще ваши слова и как вы будете выглядеть перед другими, если вы обвиняете ни в чем не повинных людей в этом. Ролик не мой, ролик авторское право на данную передачу у Nokchi Films. Все, что он сделал из непосредственно своего собственного желания. Когда мне прислали, вот раскидывали, я просто благодарность этому человеку, он свою историю и раскинул его по WhatsApp, ни более, ни менее. Больше ничего не сделал. Огромная благодарность всем моим братьям, кто делает репосты и кто поднимает активность нашего канала. Очень хорошие просмотры, великолепные, я бы сказал. У нас чтобы моим братьям, подписчикам, что хочу сказать огромную благодарность. За 1 месяц у нас на Инстаграм 1,5 миллиона просмотров. 1,5 миллиона. И все о нашей истории, все о нашем народе. И поэтому я надеюсь, что просмотры будут и дальше. Оставляйте комментарии, лайкайте, делайте репосты, рассылайте. А я вам обещаю новые, как говорится, новый интересный контент касаемо нашего народа. А теперь вопрос. Акмурзаев. Башлам, есть предание, что первая прародина многих чеченцев не Нашха была, а это была миграция чеченцев из Маиста и Мелхиста. Как бы что от майстинцев и мелхинцев многие происходят. Что думаешь? Честно скажу, во-первых, недостоверно говорить, что все из Ножки, это немножко неправильно. Я думаю, что это тут имеется в виду такая некая аллегория
Почему? Потому что именно Нашха сохранила во времена нашествия Тамерлана остатки нашего народа, не всех тайпов, но в основе своей нашмахкоевцев, и поэтому они называют Нашха Нана Нашха, потому что уже от нее опять начал разрастаться Нохчий народ. Только поэтому называют, а не потому что все произошли из Ношки. Это недостоверно и неправильно. Что касается Майста или Мелхиста, никакой разницы нету. Майста, Мелхиста, это все Галанчож. Галанчож – это прародина нашего всего Нохчи народа. Галанчож, Итункал, Шар – это все наша родина. И от кого бы мы ни произошли, от Мелхой произошли, от Майстой произошли, от Нашхой произошли, от Свантрой, Бейной, Шуаной, Гордлой, нет никакой разницы. Войнохчи хельчаны. Вообще вся разница. А версии, от кого произошли, они всегда были. Садой говорит, что все от них произошли. Мелхи говорят, что все от них произошли. Уарской говорят, что все от них произошли. Эхи говорят, что от них. Мне без разницы, иш нохчи хельчаны. Сакамду и санохчи буиш, нохчи мат бюч буиш, вайдай махкабу. Они не предатели, они не сбежали, они не ушли. Они всегда были, есть и остаются чистокровными нохчи. Это и мои любимые Мелхи, это и мои любимые Майстой, Эхейч, Энти, Хаккой, Пантой, Сеттой, Гаттой, Цонтрой, Беной, Айткалой, ой, Халкелой, ой, Дая, ой, Чеберлой, ой, Шарой, ой, Нохчмахкой. Шадик сакам дуи. Что дуис? Вайн губиеду ханна хадыр хылчы, вайн нохчы хылчаны. Вайн нохчы дук, нохчы хылчаны, кы уе шум дас коин. Хаха, яца ролик со нохчи хам дуишу, нохчи дубош дуишу, яца Башлам хочет сделать из им душей нохчи. Настолько дебилы люди не понимают. Я не пытался и не говорил, что голгай нохчи бубош саляласо. Я не пытаюсь их приписать. Нет. Когда есть такой материал, я публикую и показываю автора. Что касается моего народа, я говорю, что древнее название нашего народа это Нахчи через а литературным это Нохчи. И тот, кто, если вам кто-то, какой-либо недальновидный, горе-ученый будет утверждать, ученый, бизнесмен, экономист, будет вам утверждать, что Нахчи нету, а есть Нохчи, то вы можете этому человеку сказать, что у него образование, к сожалению, хромает не только на правую ногу, и на левую, и на уши, и на глаза, и везде хромает. Почему? Потому что исторически достоверно, если вы говорите изначально, древности во всех наших горных районах, без исключения, включая Нашху, из которого ушли Нахчмах, говорили Нахчи через А. Нах, Ноах, это одно и то же. Это не отрицание того, что мы не народное, нисколько, нет. Есть доказательства по этому вопросу, никаких проблем нету. Поэтому, прежде чем вы вырезаете, и по войнахам, я свое мнение сказал. Кто хочет быть войнахом, пожалуйста, будьте. Мое мнение и те книги, которые я могу обосновать. С десятки документов, записей, как вы некоторые любите говорить, плагиатов, да? Плагиат это не то, что ты в книге нашел и указал там автора, это не может быть никак плагиатом. Такова работа блогеров, историков и так далее и тому подобное. Поэтому исторически верно говорить Нахчи через А. Литературно-плоскостной последняя версия это Нохчи через О. А и О это одно. Тут я опубликовал по этому пост. Это говорят наши лингвисты. Ноах, Нох, Нах, Нух. Это все народное. Некоторые, конечно, эту версию быть народом Ноя не хотят. Они хотят быть просто людьми от слова Нах. Ну, обычно это приверженцы этого дебила, который бегает там, прячется в Европе, называя себя чеченцем, хуесницем, античпокуи. Вот. Ему подобное. А так то есть он оскорбляет пророка Нуха, алейхиссалам, и так далее, и тому подобное. Я про это говорю. А так, две версии, официальная, так, и какой разницы нет. Башлам, откуда произошло это Ишхвай? Из Нохчичу. Ишхвай Нохчибу, все. Я думаю, что остальные вопросы, если бы они не были Нохчи, я бы сказал, что Бяхмобил, Тебяхкирбу, Телецбу.
Но Ишхвай это наше, поэтому не спрашивайте. Нахчуай богшдуй, нахчитайбдуй. Отдельно по каждому тейпу я буду делать посты и опубликую обязательно, и публикую их. Поэтому лучше подпишитесь, ставьте лайки, поддерживайте наш канал, делайте репосты, узнаете очень много интересного и важного о нашей истории, о наших национальных героях, о наших тейпах, тухумах, варах, гара, дим, тоних и максимально все, что пишут наши ученые, исследователи, мы будем из первых источников публиковать. Все, что находят наши археологи, будем публиковать. Все старые видео, которые найдем, публиковать. Иншалла рахман судина, виса, самук шелхала и дальше окшараха. Будем делать выезды по горам, снимать остальные башенные комплексы. Вы увидите интересное, новое. Но, опять же, все это, как говорится, в зависимости, как сказал наш Ухстек, который зашел, все зависит от вас. Поддерживайте, будет больше контента, будет больше новых книг, новых документов и так далее. Тому. Если меньше, я не говорю, что работу остановлю, конечно же, нет. Пока есть возможность, я буду двигаться своими, как говорится, силами. Но и есть еще небольшое поколение, старшее поколение наших братьев, сестер, которые, альхамдулиллах, они по воле Всевышнего Аллаха, у них сердца оказались более добрые, и они поддерживают, помогают. Ну, благодаря им пока, по крайней мере. Есть, конечно, и большое количество людей, которые обычно стандартные эти говорят, ударите руштеки. Не знаю, как, что делать, но за добрым словом, как говорится. Иштхаудук. Так, еще так, хочу. А, И задан... Подождите. Ага. Вот. Байалей. Байал Хачро. Харачуевский. Хачро Буарзо задонатил. Хачро Байал. Да, си дуэль Болдиснег. Эзершка Соду улетел. Твой донат дошел. Огромная благодарность за поддержку. Малик. ДРС Хейл, да, Духуахуэл, да, Сидуэл, твой донат тоже дошел. Не думайте о суммах, суммы все равно большие у нас не бывает, и мы знаем, каждый, как говорится, чем возможно, тем и помогли. И Шахид Байайл Малик, 3 человека, и Марьям, 4 человека нас поддержали, им за это огромная благодарность, да, Саадуаль, Булдиснег, Эзершка, Соду, Летил, Дагмалля Чундера, огромная благодарность за то, что вкладываете, поддерживаете развитие, так сказать, наши исследования, нашу работу, про нашу историю, про наши тейпы, территорию, культуру и все остальное. Без вас, как говорится, меня бы и не было. Вот, и австрийским братьям за подгон немецкой футболки от фирмы Boss. Вот, огромная благодарность за великолепный рисунок, поскольку он бьет всех тех, кто ненавидит нас, чеченофобов, за этот рисунок прекрасный. Огромная благодарность, респект от души австрийским волкам. И считаю вас. Тот, кто знает, кто это сделал, кто прислал, то это, конечно же, сами догадаются. И да, в конкурсе футболки, мерчи мы разыгрывали. Одна футболка отправляется нашей сестре в Москву. Другую кепку разыграл Ибраим на Ютубе или на Дзурзукете.ком на нашем сайте. Это сайт, домен. Туда отправляется, на Жаюрт отправляется, кажется, кепка. Я жду, чтобы они прислали мне адрес, и я через почту отправлю. Если на жаюртовский парень или девушка, я не знаю, если она каким образом свяжется или будет ехать в Грозный, если вы скажете, я подвезу и ваш мерч вам подарю собственноручно. Сестре из Москвы, которая выиграла футболку за активное участие, за то, что пишет комментарии, всегда поддерживает наш канал. Она выиграла футболку тоже с картой.
с Чечней. И этот мерч мы отправим обязательно в Москву. Адрес она мне прислала, возле Львертсена футболка. И брата или сестры, который на юрта правильно ответил на вопрос, ей мы тоже фирменную кепку с нашей картой отправим, подарим обязательно. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракату. Вот так вот. Карта на футболке какого года? 2025 года. В этом году мне прислали эту футболку. Ибрахим, есть вопросы еще? Вы должны понимать, что каждое, как говорится, чем больше я сижу, мне нужно продлевать башлам. Из-за войн чертой вынуждены были покинуть свои родственные земли и уйти в Чечню. Известно что-то, как остальные ногчи их приняли. Они их не приняли. Они к себе домой пришли и разместились. Считаются основателями многих селений и даже одного города ныне, который существует. Поэтому никаких проблем с этим нету. Как приняли? Приняли как собственный тейп. Мы не можем иначе. Почему? Потому что, во-первых, когда чертой объявили войну этому князю грузинскому, кто помогал? Дзурдзуки. А Дзурдзуки кто? Это ногчи. Вот, они помогали вместе, выступили, где-то побеждали. Ну, в конце концов, силы были неравны, проиграли, отступили и пришли сюда. Большая часть, я бы сказал, 90%. Кто-то остался там, небольшая часть, и они огрузинились уже. Но место и гора так и называется. Село называется Чартли, и гора Черталинцев находится в Грузии. Ничего такого, это история, это было, это прошло. Как могут чертой принять? Как чистокровных ногчей, так и приняли. Вот. Среди наибов чертва есть, среди основателей, очень много их среди тех, кто делал маслаат. Среди них очень много таких людей. Истей подчеркивать, о, юг и борт пящий, поэтому Шамиль, ну, это немножко провокационно, и уж моя девушка. Я понимаю, что ты шутишь, но нежелательно такие вещи писать. Потому что скрины, мрины вырезает, так цапить не да, они это сказали, они то сказали. То она, как минимум, Каизара, его шутига, аж шибашара. 200 лет потомственные, исконно чеченские ногчи тейпы проживают. Как минимум, я говорю про панкистских чеченцев, кистинцев. Им что чего и вижу на нового его и да мегардац. То наоборот, дуйхо, что бертахал дизвой. Кистинцы это всего лишь грузинское название чеченцев. Пошлам в статье генетики Насидзе у чеченцев, ингушей, славянов есть некая группа F. Группа F считается предковой для J2, IQ, G2 и другие считают это F тоже древняя чеченская, как считаешь? Ну, этого я не слышал, Ваша. Если ты мне скинешь статью, скинь, или в Инстаграме скинь, или где-нибудь напиши. Я есть в Инстаграме, в Фейсбуке, в Твиттере, ВКонтакте, в Рутубе, Ютубе, 2 Инстаграм-канала, один закрытый, один открытый, и в Телеграме. Если у тебя есть какие-то данные, статьи по этому поводу, скинь, проверим, насколько они достоверны, насколько серьезен данный автор, и я тебе скажу свое мнение. Но что F является родоначальником J, Q, G, я не могу сказать. У меня нет таких данных. До тех пор, пока я сам не прочитаю, не увижу, не могу ничего сказать. Для J родоначальником есть J1, J2 и считаю чуешь. Для L, L1, L2, L3 это одно и то же. Поэтому вот ищу чувство. Я не отрицаю, но и не говорю, что это так. Вот о чем я хотел сказать. Не знаком с таким документом.
Ибраим, вопросы есть еще? Вы должны понимать, что сихвал гундас мы начали в 10 часов, сейчас уже 2 часа. Просто, как говорится, если открутится, нет, не могу. По этому вопросу я не могу, Исан, ответить. Честно сказать. Я не видел их ДНК, не интересовался, честно. Чуть-чуть торбаться. Вроде бы они J1. Вроде бы, я не знаю. J1 есть и среди чеченцев, и среди ингушей, и среди дагестанцев. Поэтому, насколько я знаю, это очень известная гаплогруппа. Сугалцевела J1 Думячу. Я точно не знаю, чуть-чуть торбаться. Сахаун, Ирисхан. Царяшик. Если бы знал, бы сказал. Что-то там проскальзывало у Амина Тисаева. Вроде бы он говорил, что Михельта это Мелорду Мохкбу, что он остался в Дагестане и так далее и тому подобное. Но у меня нет таких данных. Вашлам, что можешь сказать про Лаудаева? Я что-то вижу, что в статье публикуется соседи. Лаудаев не историк, не этнограф, не исследователь. Российский офицер, который был разжалован и который написал вот эту байду по сплетням и опубликовал. Хотя его родные говорят, что это нет, что это не он, что это ему приписали. Вот, Башлам, Южная Осетия, это же по факту чеченское государство, двалые грузинившие чеченцы нашли. Я не могу это тоже сказать, у меня нет такой информации. Есть такие ученые, которые приписывают двалов к себе, но я не могу сказать это. И с точки зрения ДНК, тем более сказать, что они наш хвай, у меня нету на это никакого права, если у меня нету каких-то доказательств определенных. Ибраим, если нет вопросов, есть претензии, что не понравилось, что понравилось по докладу, хотят ли они дальше услышать, что же в этом симпозиуме дальше говорили, или же вы хотите, чтобы мы это оставили и начали писать и рассказывать про, как говорится, про чисто историю и чадаво школах ечон, или все-таки добить и рассказать, довести до вас, что же там говорили и что там описывали. Я уверен, больше чем уверен, сегодня пару нарнейцев сделают вырезки с данного видео, попытаются доказать, что оказывается, да, Уастхуай, они были якобы и так далее и тому подобное, но хочу их заверить, чтобы они посмотрели изначально, сперва опровергли свою Танзилу, вот, где она говорит про кочевые племена. Для начала опровергните ее, попросите прощения у Уарстхуай, а потом уже мы поговорим дальше. А так, ваше фуфло я слушать не собираюсь. Надо попросить прощения у Уарстхуай, они и заслужили. И не нужно рассказывать какому-то красному горшку, что Шнинерман писал, якобы, что здесь 100 лет ассимилируют якобы Уарстхуай. Что за базар и что за разговор такой, ассимиляция? Даже в научном плане. Зачем ассимилировать свой народ? Свой народ не ассимилирует. Свой народ размножается, женится, размножается. И как правильно сказать, я не знаю. Некоторые люди посчитали грубым это слово размножаются, увеличиваются в количестве тогда. Ладно, чтобы это вас не беспокоило. Поэтому попросите прощения у Ашства. Причем это должны сделать официально. Как оскорбили официально, доктор или там кандидат исторических наук, пускай скажет, я была не права, они не кочевники, они исконно древнее общество Уарстхуай или древний народ Уарстхуай, как вы там считаете. Хотя вы назвали их народом, кочевыми народами или обществами. Точно так же нужно попросить прощения. Потом уже решим. Имеется в виду, потом уже будет более правильно говорить эту дискуссию, а не вести с нами. Мы это знаем, что это наш народ. Мы их любим, ценим, не оскорбляем. Цельды к цельду, никто с ними ничего не оспаривает, никто у них ничего не забирает, никто их не называет второсортными, никто не пытается ассимилировать. Хаба, Рубудаба,
Галай, мои прямые родственники. Орспай, мои прямые родственники. Больше, чем всех вас остальных. Мелхей, Садеши, Чуайбу, там, Чертуайбу, там, Эхкайбу, Варандуайбу, Хаккойбу, Пхамтуайбу. Мне это уж точно не надо рассказывать. Мне никому примазываться не нужно. У меня со всех сторон хорошая крыша, как говорится. Нохчуханду. Беной сабут, Вантрой сабут. Мне зачем ваши вафли и сказки? Поэтому на этом мы завершаем. Если у меня так ограниченные, как говорится, возможности, поэтому я попытаюсь сжать это все. Завтра эфир у нас будет. Постараемся завтра сделать и телеграммом дополнительно. Огромная моя благодарность сегодня моим ютубовским братьям. Их было больше. Нас было не так много в Инстаграме, но ничего, это все равно. Огромная моя благодарность Марьям и еще 3 братьям. Марьям одна девушка, поэтому я ее запомнил. Огромная вам благодарность за поддержку. Асиот Ахабах, неважно, тут нету речи о том, духдалах кездал, нет, дерес хилдал духдадуал, имел кезигдалах, шадеге вой пайдена вой белханда хажорду, кезгдала духдалах, да духдадуал, будиснек, эзашка соуду летил. Завтра я постараюсь чуть раньше сделать. Сегодня, извините, я чуть задержался в дороге. Если у вас будут вопросы, обязательно пишите в комментариях. Еще раз повторюсь, мы есть в Твиттере, ВКонтакте, в Телеграме, в Инстаграме 2 канала, в Рутубе, в Ютубе. Есть у нас свой сайт bashlam.39.com, есть свой сайт dzurdzuketия.com, наш Бог. Ну, в любом случае, наш Бог, но чаще Бог душу. Наш Бог, Бог душу, куда вы можете написать, прислать, если у вас есть карты, видео или что-либо, спросить, задать. Пытаюсь везде ответить. Вот. Если будет мат и все остальное, сразу бан, даже общаться не буду, потому что я с безродными и полыми существами не общаюсь. За репост огромная благодарность, буду благодарен. Просмотры, репост, комментарии или смайлики, если вы будете оставлять, вам за это огромная благодарность, потому что чем больше вы ставите лайков, чем больше вы выступаете, показываете, это продвигается. Когда есть продвижение, просмотры бывают большие. А если просмотров больше, мы набираем больше аудиторию, больше интересных людей. В прошлом эфире вы видели чеченцев, которые проживают в Германии. Мы почти что 3-4 часа говорили. Один был генетиком, другой был юристом, за что им огромная благодарность. Лорсу и Рудольфу обоим. Мурад Вармяшусанов, немецкий Рудольф Хейснер. Надеюсь, они придут тоже и будут иногда посещать наш канал. Очень прошу вам, все больше и больше, все, кто проживает в Европе, раскидывайте, приглашайте нам наших братьев и сестер, потому что они могут больше узнать о нашей истории, о происходящем, про Тайпетухумы, горы, гары, некой. Это все нужно знать, и это нужно передать своим детям, потому что вы за пределами, у вас немного сложнее, чем с этим, чем, как говорится. Хотя, да, мы публикуем, у нас эти материалы есть, но Нохчи такой народ, который не любит, к сожалению, много читать. Не все, конечно, но массе своей Богдус. Тот, кто читает, всегда читал, будет читать, да, мы надеемся в будущем, что мы будем самая читающая нация, как и любим оружие, да? Мы поняли. И оружие, деньги, двухэтажный дом, камеры, Стечкин. Ну, вот это наше. Вот точно так же наше должно быть и если мы будем больше читать. Я хочу, чтобы больше было среди нас ученых, нобелевских лауреатов, химиков, физиков, биологов. Это для развития нашего народа, для самодостаточности нашего народа. Это необходимо. Мы не можем всегда рассчитывать на силовую основу. Это тоже хорошо, но мир идет намного быстрее и вперед. Вы знаете, сегодня технологии, как ведутся войны, я вам рассказывал. Человек даже может и не выстрелить, просто сидеть, откуда-то прилетит птичка, грубо говоря, да, дрон,
Не знаешь, нет ни врага, ничего, ты сидишь, раз, пах, взорвал, убил, и все. А все благодаря чему? Какой-то чувак изобрел интернет, какой-то чувак спутник, какой-то чувак изобрел этот квадрокоптер, или как они называются, я не знаю. Да, все. 3-4 человека умных создали, и не нужно убивать, в принципе, не нужно. То есть эти люди, кто это все изобрел, им не нужно. Сели, отправили, а те, кто, ну, вы поняли, о чем я говорю. Нужно быть умнее, нужно учиться, нужно развиваться, нужно просвещаться, нужно вести вперед наш народ, наш регион. Поэтому огромная всем благодарность. Давдух Дахдуэл. Все, кто поддержал сегодня наш канал, огромная благодарность. Поддерживал и будет поддерживать, им огромная благодарность. Дал Си-2, Давдух Дахду, Бюс, Давдек, Алеол. Я на связи. Я спать еще не ложусь, мне нужно пару документов еще прочесть, подготовить. И доклады обязательно вам покажу, расскажу, думаю, дальше будет интересно. Но если я не прав, вы можете меня исправить и сказать, здесь ты не прав, иншаллах рахман, я, если не прав, попрошу прощения перед всеми, мне не стыдно, если я не прав, то должен и соответственным образом себя вести и попросить прощения. А так, еще раз повторюсь, я прошу ради Всевышнего Аллаха у всех прощения, если я каким-то образом вас обидел, оскорбил или задел. Клянусь имени Всевышнего Аллаха, что я не оскорбляю, не унижаю целые народы, тайпы, тухумы и так далее и тому подобное. Я показываю вам документы, показываю вам книги, архивные карты и так далее и тому подобное, так, как я вижу, так, как, чтобы вы знали, что есть в реальности. Кто врет, без разницы, какой бы он национальности не был, он нарнеец, он лжец, подлец и никчемное существо. Те, кто говорят правду и несут в свет истину и достоверную информацию, им за это огромная благодарность. Мы всегда на стороне достойных людей, достойных братьев и сестер. Поэтому держитесь, подписывайтесь, приглашайте все больше и больше достойных людей, без разницы, какой бы то ни было национальности. Если он достойный человек, если он любит правду, подписывайтесь на наш канал, изучайте историю, культуру, традиции, язык, ногти народа, да и Кавказа. По мере возможности мы немного всегда рассказываем и о соседних, по крайней мере, с нами соседствующих регионах. У нас всегда есть что рассказать. Да и на Кавказе, наверное, нет таких народов, с которыми не было бы контакта у чеченцев, или которые бы не выступали, или в тех или иных моментах, как говорится, историческом прошлом не было бы взаимоотношений. Нарния будет свободна. Возможно, она будет свободна, она будет достойна. Мы не против. Только ты про какую Нарнию определись. Всем огромная благодарность. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. С вами был ваш брат Башлам. Я надеюсь, что, иншаллах рахман, все будет хорошо. И мы с вами увидимся завтра. Адиквер машаль. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Спасибо, если я Всем хороших снов. Завтра увидимся, иншаллах.